Что если твой главный враг не весь мир, а твой собственный разум? Эта аудиокнига раскроет скрытые силы, управляющие твоими мыслями, и покажет, как освободиться от них. Управляй своим разумом, энергией, создавай свою реальность и обрети непоколебимую уверенность. Сила уже внутри тебя. Возьми управление в свои руки прямо сейчас. Что если я скажу тебе, что прямо сейчас, в этот самый момент, ты не контролируешь свой разум? Что твои мысли, эмоции и даже решения управляются не обществом, не технологиями, не другими людьми, а чем-то гораздо более опасным, твоим собственным бессознательным программированием? Ты думаешь, что сам выбираешь, но правда в том, что большинство твоих действий продиктовано привычками, страхами и убеждениями, которые ты никогда не выбирал. Каждый раз, когда ты сомневаешься, каждый раз, когда отказываешься от цели, каждый раз, когда тебя одолевают сомнения, это не потому, что ты не способен. Это потому, что твой разум работает на автопилоте, следуя сценарию, который был написан задолго до того, как ты это осознал. И если ты не возьмешь управление в свои руки, это будет продолжать определять твою жизнь, делая выбор за тебя. Но вот в чем шокирующая правда. Ты можешь перепрограммировать свой разум. Ты можешь переписать этот сценарий. Ты можешь полностью контролировать свои мысли, эмоции и поведение, чтобы создать ту реальность, которую ты действительно хочешь, а не ту, в которой тебя держат страхи и прошлый опыт. И именно этому научит тебя эта аудиокнига. Никаких пустых слов, никакой расплывчатой мотивации, только реальные действенные стратегии, основанные на науке, психологии и нейробиологии, которые помогут тебе полностью контролировать свой разум. Способность тренировать свой разум– это разница между теми, кто добивается успеха, и теми, кто застревает в циклах сомнений, переживаний и прокрастинации. И прямо сейчас ты узнаешь, как этому научиться. Секрет управления разумом, которому тебя никогда не учили, заключается в следующем: это не манипуляция. Это не контроль над другими людьми, не обман и не достижение успеха с помощью дешевых психологических трюков. Это умение контролировать себя. Потому что правда в том, что все ограничения в твоей жизни, все трудности и разочарования, которые ты когда-либо испытывал, сводятся к одному– твоей способности контролировать свой разум. Если ты не можешь сосредоточиться, ты всегда будешь отвлекаться. Если ты не можешь контролировать свои эмоции, ты всегда будешь реагировать. Если ты не можешь контролировать свои мысли, ты всегда будешь воевать сам с собой. Большинство людей всю жизнь остаются в плену своего разума. Они даже не осознают, что их мысли не отражают реальность. Это просто набор условных шаблонов. Вот почему некоторые люди добиваются успеха несмотря ни на что, а другие терпят неудачу несмотря на все преимущества. Дело не в интеллекте и не в таланте. Дело в умственной дисциплине. Твой разум– это либо твое самое мощное оружие, либо твоя самая большая слабость, и разница в том, контролируешь ли ты его или он контролирует тебя. К концу этой аудиокниги ты будешь думать не так, как сейчас. Это не просто обещание. Это биологический факт. Твой мозг перестраивается каждые 2 дня. Каждый раз, когда ты меняешь убеждения, мысли или тренируешь умственную дисциплину. Ты физически меняешь структуру своего мозга. Это называется нейропластичностью, и именно поэтому одни люди продолжают заниматься самосаботажем, а другие освобождаются и перепрограммируют свой разум на успех. Разница не в удаче, а в знаниях и тренировках. Эта аудиокнига научит тебя, как это сделать. Избавьтесь от негативных мыслей и настройте свой мозг на уверенность и успех. Избавьтесь от отвлекающих факторов и научитесь концентрироваться. Возьмите под контроль свои эмоции, вместо того, чтобы позволять им контролировать вас. Тренируйте свой разум, чтобы он был устойчив к стрессу, и ничто не могло вас сломить.
Преодолейте неуверенность в себе и развивайте непоколебимую уверенность. Избавьтесь от прокрастинации и выработайте железную дисциплину. Используйте проверенные психологические техники, чтобы ставить цели и достигать их без неудач. Это не пассивное обучение. Если вы просто слушаете, но ничего не делаете, ничего не изменится. Но если вы будете применять эти техники, ваш разум изменится. И ваша жизнь тоже. Почему большинство людей терпят неудачу и почему вы не потерпите неудачу? Вот суровая реальность. Большинство людей никогда не смогут управлять своим разумом. Они будут продолжать думать, сомневаться в себе, искать оправдания и ждать идеального момента, чтобы измениться. Они будут читать книги, смотреть мотивационные видео и все равно оставаться на том же месте год за годом. Почему? Потому что они никогда не брали под контроль свое мышление. Они позволяют своим страхам, прошлому и подсознательным программам диктовать свои действия. Но вы не такой, как большинство. Вы здесь, потому что готовы разорвать этот круг. Вы здесь, потому что хотите взять под контроль свой разум и начать думать, действовать и жить на более высоком уровне. Это значит, что эта аудиокнига не просто для прослушивания, а для применения. Каждая стратегия, которой я с вами делюсь, предназначена для немедленного применения. Каждая ментальная трансформация, которую я объясняю, доказала свою эффективность не только в теории, но и на практике. Но чтобы она сработала, вы должны быть готовы к процессу. Позвольте мне сказать вам кое-что очень важное. Все, чего вы хотите в жизни, начинается в вашем разуме. Успех, уверенность, счастье, стойкость– все это зависит от вашей способности контролировать свои мысли и эмоции. Где бы вы ни были сейчас, как бы ни были подавлены, растеряны или демотивированы, как только вы возьмете под контроль свой разум, все изменится. И это путешествие начинается прямо сейчас. Вы готовы? Потому что как только вы освоите эти техники ментального контроля, вы уже никогда не будете мыслить так, как раньше. Глава 1. Скрытый механизм, управляющий вашей жизнью. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша жизнь такая, какая она есть? Почему в вашей голове возникают определенные мысли, даже если вы этого не хотите? Почему одни люди, кажется, легко идут по жизни, принимая четкие решения и сохраняя эмоциональную устойчивость, а другие постоянно находятся в плену бесконечных размышлений, сомнений и нерешительности? Это не случайность. Это не судьба. Это не что-то мистическое, что находится вне вашего контроля. Это ваш разум, самая мощная и наименее понятная сила в вашей жизни. Большинство людей думают, что они контролируют свои мысли. Но что если я скажу вам, что почти 95% ваших ежедневных решений, действий и эмоциональных реакций принимаются еще до того, как вы их осознанно обдумываете? Ваш разум работает как машина, следуя глубоко укоренившимся шаблонам, привычкам и убеждениям, многие из которых были заложены в вас много лет назад, а некоторые даже до того, как вы научились говорить. Эти скрытые программы определяют, что вы чувствуете, как реагируете на ситуации и даже что, по вашему мнению, возможно в будущем. И самая страшная часть. Если вы не возьмете под контроль эти ментальные процессы, они будут контролировать вас. Но вот в чем правда, вам не обязательно оставаться пассивным участником в своей жизни. Вы можете взять все в свои руки. Вы можете переписать код. Вы можете стать хозяином, а не слугой. Однако настоящий контроль над разумом, тот, который дает вам ясность, уверенность и способность направлять свою жизнь в нужном вам направлении. Выбирать– это не результат применения силы или подавления. Это результат понимания. Именно об этом и пойдет речь в этой главе. Мы собираемся глубоко погрузиться во внутреннюю работу твоего разума. Мы разберем сознательное и подсознательное, раскроем, как формируются твои мысли, и раскроем скрытые механизмы, которые влияют на все, от твоих привычек до эмоций. Самое главное, мы исследуем, как освободиться от ментальных шаблонов, которые удерживают тебя в тупике, чтобы ты мог построить ту жизнь, которую на самом деле хочешь. Поэтому, прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты спросил себя, действительно ли мои мысли принадлежат мне? Или они были сформированы силами, в которых я никогда не сомневался? К тому времени, когда ты закончишь эту главу, у тебя будут ответы, и что более важно, у тебя будут инструменты, чтобы изменить их. Иллюзия контроля. Ты действительно главный.
Давай начнем с того, что может быть трудно услышать. Большая часть того, что ты думаешь и чувствуешь, выбирается тобой неосознанно. Такое ощущение, что ты принимаешь решение в данный момент, но на самом деле твой мозг предсказывает твои реакции еще до того, как ты это осознаешь. Нейробиологи обнаружили, что решения принимаются подсознательно за миллисекунды до того, как ты их сознательно выберешь. Это означает, что к тому времени, когда тебе кажется, что ты решаешь отреагировать определенным образом, твой мозг уже наметил курс, основанный на прошлом опыте, привычках и глубоко укоренившемся программировании. Вспомни, когда ты в последний раз злился, грустил или беспокоился. Ты сознательно решил, что теперь я буду чувствовать беспокойство? Конечно же нет. Это просто случилось. Твой разум работает по заранее заданному сценарию, как компьютер, выполняющий написанную программу. То же самое происходит, когда ты откладываешь дела на потом, занимаешься самосаботажем или реагируешь на стресс так, что потом жалеешь об этом. Это не потому, что у тебя слабая воля или ты не можешь. Это потому, что твое подсознание управляет тобой, а сознание лишь оправдывает твои решения после того, как они уже приняты. Вот почему так сложно меняться. Ты можешь говорить себе, что перестанешь думать, станешь увереннее или не позволишь страху управлять тобой. Но пока ты не изменишь программу, которая работает в глубине твоего сознания, эти утверждения не будут иметь смысла. Но есть и хорошая новость. Твой разум пластичен. Твое подсознание не враг тебе. Оно просто следует инструкциям, которые получает с течением времени, и если эти инструкции устарели или вредны, ты можешь их переписать. Ты можешь вернуть себе контроль. Но для этого тебе сначала нужно понять, как устроен твой разум. Твой разум состоит из двух частей – сознательной и подсознательной. Эти две системы работают вместе, но совершенно по-разному. Сознательный разум – это та часть, о которой ты знаешь. Именно здесь происходит твое логическое мышление, принятие решений и рассуждения. Именно это позволяет тебе планировать, анализировать и понимать окружающий мир. Однако на сознательный разум приходится всего около 5% твоих ежедневных мыслей и действий. Подсознание же, напротив, похоже на невидимый суперкомпьютер, работающий в фоновом режиме. Оно контролирует все, что ты делаешь автоматически, от дыхания и моргания до глубоко укоренившихся привычек, страхов и эмоциональных реакций. Именно здесь кроется твоя истинная сила разума, но здесь же находятся ограничивающие убеждения и эмоциональные шаблоны, которые мешают тебе двигаться вперед. Представьте, что ваше подсознание – это огромная библиотека опыта, эмоций и убеждений, которые хранятся за пределами вашего сознания. Каждый момент вашей жизни, начиная с детства и до сегодняшнего дня, вносит свой вклад в эту огромную коллекцию данных. Если в детстве вам говорили, что вы недостаточно хороши, ваше подсознание запомнило это как убеждение. Если вы потерпели неудачу в чем-то и почувствовали себя униженным, ваше подсознание запомнило это как предупреждение, как причину избегать подобных ситуаций в будущем. Этот накопленный опыт формирует ваше поведение, но вы даже не осознаете этого. Вот почему люди повторяют одни и те же ошибки, вступают в токсичные отношения или борются со страхами, несмотря на все попытки измениться. Они борются с подсознательной программой, которая уже решила, как они будут реагировать еще до того, как они об этом подумали. Но вот что большинство людей не осознает: ваше подсознание не является чем-то незыблемым. Оно постоянно адаптируется, учится и меняется. Нейропластичность, способность мозга к перестройке, означает, что вы можете изменить даже самые глубокие модели мышления, но только если знаете, как напрямую обратиться к подсознанию. Как ваш разум создает вашу реальность. А теперь самое интересное. Ваше подсознание не просто хранит прошлый опыт, оно создает ваш будущий опыт на основе записанных моделей. Вот почему люди, которые ожидают, что с ними случится что-то плохое, часто сталкиваются с негативными событиями. Это не суеверие. Это нейробиология. Ваше подсознание постоянно ищет доказательства, которые соответствуют его убеждениям. Если вы глубоко убеждены, что не способны на успех, ваш разум будет отфильтровывать возможности, которые противоречат этому убеждению. Если вы привыкли ожидать неудачи, ваше подсознание будет саботировать вас так, что вы даже не заметите.
Прокрастинация, нерешительность, сомнения в себе. Все это удерживает вас в безопасных рамках вашего прошлого опыта. Вот почему умение контролировать свой разум – это самый мощный навык, который вы можете развить. Как только вы научитесь отключать подсознательные программы, которые вас ограничивают, вы сможете начать менять свою жизнь так, как никогда раньше не думали, что это возможно. Именно это мы и собираемся сделать в этой аудиокниге. В следующем разделе мы еще глубже погрузимся в то, как формируются эти подсознательные паттерны, и, что более важно, как вы можете начать их менять уже сегодня. Потому что, когда вы возьмете под контроль свой разум, вы возьмете под контроль всю свою реальность. Глава 2. Невидимый архитектор вашей реальности. Вы когда-нибудь чувствовали, что жизнь проходит мимо вас, а не зависит от вас? Что бы вы ни делали, что-то внутри вас тянет вас назад к старым привычкам прокрастинации, страха или сомнений в себе. Что если я скажу вам, что это не случайно? Что если я скажу вам, что прямо сейчас невидимая сила в вашем сознании активно формирует вашу реальность, фильтрует то, что вы замечаете, влияет на ваши решения и даже определяет, что вы считаете возможным для себя? Эта сила – ваше подсознание, и независимо от того, осознаете вы это или нет, оно создает вашу жизнь каждый день. Вопрос в том, кто его запрограммировал. Большинство людей думают, что они полностью контролируют свои мысли, решения и реакции. Они верят, что свободно выбирают свою карьеру, отношения, привычки и даже то, как они видят себя. Но правда гораздо более тревожная. Большинство этих решений были приняты за вас задолго до того, как вы начали их обдумывать. То, как ты думаешь, как реагируешь, как обрабатываешь эмоции, это не спонтанные, независимые решения. Это автоматические реакции, которые происходят в твоем подсознании и формируются на основе опыта, о котором ты, возможно, даже не помнишь. Подумай об этом. Почему одни люди уверенно входят в комнату, а другие стараются держаться в тени? Почему одни люди легко справляются с неудачами, а другие погружаются в пучину сомнений? Дело не в интеллекте, таланте или даже удаче. Это ментальное программирование. То, как ты себя ведешь, как воспринимаешь мир и как реагируешь на возможности или угрозы, уже предопределено годами подсознательного воздействия. И если это программирование тебе не помогает, если оно заставляет тебя слишком много думать, колебаться или чувствовать себя застрявшим, то твоя жизнь будет отражать это. Как бы сильно ты не хотел измениться. Но вот самая важная истина, которую ты когда-либо узнаешь о своем разуме. Твое подсознание не видит разницы между реальным и воображаемым. Оно знает только то, что ты постоянно ему говоришь, что ты эмоционально подкрепляешь и какие шаблоны поведения ты допускаешь. И это означает, что ты, да, именно ты, можешь полностью перепрограммировать свой разум с самого начала, если захочешь понять его механизмы и взять под контроль поступающую информацию. Вот с чего начинается наше путешествие. Потому что если ты не будешь контролировать свой разум, это сделает кто-то другой. Твой разум как фильтр. Чтобы полностью осознать силу своего подсознания, тебе нужно понять одну простую вещь. Твой разум не показывает тебе реальность. Он показывает тебе отфильтрованную версию реальности. Каждую секунду твой мозг подвергается огромному количеству информации, зрительные образы, звуки, ощущения, эмоции, воспоминания. Если бы вы осознавали все это сразу, то были бы перегружены информацией. Чтобы этого не произошло, ваш мозг имеет встроенную систему фильтрации, которая определяет, какая информация важна, а какую можно игнорировать. Эта система фильтрации называется ретикулярной активирующей системой и является одним из самых мощных, но неправильно понимаемых механизмов человеческого мозга. Раз действует как ментальный привратник. Она решает, что вы замечаете, а что уходит на второй план. Вы когда-нибудь задумывались, почему, купив новую машину, вы вдруг начинаете видеть ее повсюду? Дело не в том, что больше людей стали на ней ездить, а в том, что ваш мозг отметил ее как важную, и теперь ваш разум это фиксирует.
То же самое происходит с вашими убеждениями. Если ваше подсознание считает, что вы недостаточно хороши, ваш раз будет фильтровать мир таким образом, чтобы это убеждение подтверждалось. Она будет обращать ваше внимание на каждый отказ, каждую неудачу, каждую критику, полностью игнорируя признаки ваших способностей и значимости. Вот почему люди, которые ожидают, что с ними случится что-то плохое, снова и снова сталкиваются с неудачами, а те, кто ожидает успеха, находят его повсюду. Это неудача, это не совпадение. Это ментальная фильтрация. Ваша реальность строится на том, как вы воспринимаете мир, и этот фильтр запрограммирован вашим подсознанием. А теперь самое важное. Подсознание невероятно податливо. Его можно изменить, перепрограммировать и перенастроить. Но большинство людей никогда не делают этого осознанно. Вместо этого они позволяют своему подсознанию программироваться внешними силами, родителями, учителями, СМИ, культурой и даже не задумываются, служит ли это им на пользу. И как только эти ментальные шаблоны сформируются, ваш мозг продолжит фильтровать реальность таким образом, чтобы они укреплялись. Но что если бы вы могли изменить этот процесс? Что если бы вместо того, чтобы позволять прошлым установкам контролировать вас, вы могли бы сознательно перепрограммировать свой мозг, чтобы он фильтровал реальность так, чтобы это поддерживало ваши цели, укрепляло вашу уверенность и избавляло от сомнений в себе? Правда в том, что вы можете это сделать. Но для этого вам нужно сначала понять, как ваше подсознание было запрограммировано и, что более важно, как освободиться от ограничивающих ментальных установок. Ментальные программы, которые управляют вами с самого рождения, ваше подсознание записывает все, каждый опыт, каждое сказанное вам слово, каждую вашу эмоциональную реакцию. Эти записи формируют основу вашего ментального программирования, автоматические сценарии, которые определяют, как вы реагируете на мир. Если в детстве вам говорили, что вы умный, ваше подсознание запомнило это, и ваш мозг фильтровал реальность таким образом, чтобы это подтверждало это утверждение. Если вам говорили, что вы недостаточно хороши, ваше подсознание тоже это запомнило. И как бы вы ни старались доказать обратное, ваш мозг будет продолжать фильтровать мир через призму этого убеждения. Эти подсознательные программы работают по кругу как саундтрек, который звучит в вашем сознании. Они определяют, как вы реагируете на критику. Воспринимаете ли вы препятствия как вызов или тупик? Верите ли вы, что успех возможен для вас? Как вы справляетесь со стрессом и неопределенностью? Уверенно шагаете вперед или колеблетесь от страха? И вот ключевое осознание: большинство этих программ были установлены не вами. Их установили ваши родители, учителя, культура, жизненный опыт, часто еще до того, как вы стали достаточно взрослыми, чтобы их оспаривать. Так что главный вопрос в том, чей голос на самом деле управляет вашим разумом. Потому что если вы не будете активно контролировать свое ментальное программирование, вы всю жизнь будете жить по устаревшим сценариям, написанным другими людьми. И единственный способ это изменить — стать автором своего собственного разума. В следующем разделе мы рассмотрим, как именно эти подсознательные программы формируют вашу жизнь и, что более важно, как вы можете их перепрограммировать, чтобы обрести уверенность, ясность и успех. Потому что как только вы возьмете свой разум под контроль, все изменится. Глава 3. Перепрограммирование скрытых программ, управляющих вашей жизнью. Если бы вы могли открыть панель управления своим разумом и увидеть, какие программы управляют вашими мыслями, эмоциями и поведением, что бы вы увидели? Вы бы обнаружили программу, которая должна была бы сделать вас уверенным, сосредоточенным и неудержимым? Или вы бы увидели устаревшие сценарии, наполненные сомнениями, страхами и неуверенностью, шаблоны, установленные давным-давно без вашего разрешения, которые теперь диктуют вам, как жить, а вы даже не замечаете этого? Большинство людей никогда не задумываются о мыслях, которые проносятся у них в голове. Они считают, что их тревоги, неуверенность и привычки — это просто они сами. Но позвольте мне сказать вам кое-что, что навсегда изменит ваше представление о себе. Вы не ваши мысли. Ваши мысли — это просто ментальные привычки, которые повторяются, формируются опытом и закрепляются повторением. Они не постоянны, не фиксированы, и, что более важно, их можно переписать, но только если вы распознаете скрытые программы, которые работают в вашем подсознании.
Думайте о своем разуме как о компьютере. Подсознание – это операционная система, которая незаметно работает в фоновом режиме. Ваше сознание – это интерфейс пользователя, та часть вас, которая думает, что все контролирует, но на самом деле просто реагирует на более глубокий код, написанный под поверхностью. Проблема в том, что большинство людей никогда не обновляют свое ментальное программное обеспечение. Они живут с теми же устаревшими убеждениями, которые получили в детстве, и не понимают, что эти программы формируют все вокруг. Их отношение, карьеру, уверенность в себе и даже здоровье. В этом и заключается настоящая опасность. Подсознанию все равно, полезны убеждения или вредны. Оно не оценивает, правдивы мысли или нет. Оно заботится только об эффективности, повторяя снова и снова то, что уже знакомо. Это значит, что если вы привыкли сомневаться в себе, ваш разум будет продолжать питать вас мыслями о сомнениях, не потому что они правдивы, а потому что они привычны. И если вы не вмешаетесь сознательно, эти шаблоны будут определять всю вашу жизнь. Но есть и хорошая новость. Каждую программу в вашем сознании можно переписать. Как компьютер можно обновить новым программным обеспечением, так и ваше подсознание можно перепрограммировать, чтобы избавиться от ограничивающих убеждений и заменить их на те, которые дают вам силу. Главное понять, как эти программы были установлены и как вы можете систематически их разрушать и перестраивать так, чтобы они служили вам, а не сдерживали вас. Подсознательные установки, как были заложены ваши убеждения, чтобы перепрограммировать ваш разум. Сначала нужно понять, откуда взялись ваши убеждения. Большинство людей думают, что их мнение, страхи и привычки – это осознанный выбор, но на самом деле почти все они были заложены еще до того, как вы поняли, что происходит. С рождения примерно до 7 лет ваш мозг работает в основном в тета-волнах, в состоянии глубокой восприимчивости. В этот период ваш разум подобен губке, которая впитывает все, что происходит вокруг, слова родителей, окружение, общественные ожидания, и не задается вопросом, правда это или ложь. Именно в это время формируется основа вашего мышления. Если в детстве вам постоянно говорили, что вы умные и можете добиться всего, что угодно, ваше подсознание зафиксировало эту веру как программу, укрепляющую уверенность и стойкость. Но если вам говорили, что нужно быть осторожным, жизнь трудна, не стоит рисковать. Ваше подсознание запомнило это, и теперь в нем заложена программа страха и нерешительности, которая может влиять на вас до сих пор. Даже, казалось бы, незначительные события могут оставить глубокий след в подсознании. Один случай, когда вы почувствовали себя неловко в детстве, может привести к тому, что вы всю жизнь будете бояться выступать на публике. Болезненный отказ может сформировать подсознательную веру в то, что вы недостойны любви. Подсознание запоминает эти события, обобщает их и выстраивает правила. Эти правила определяют, как вы взаимодействуете с миром, часто без вашего ведома. И вот в чем загвоздка. Как только убеждение закрепляется, ваш разум начинает активно искать доказательства в его поддержку, игнорируя все, что ему противоречит. Это называется предвзятостью подтверждения, и это одна из самых мощных сил, формирующих вашу реальность. Если вы считаете, что недостаточно хороши, ваше подсознание будет фокусироваться на каждой неудаче, каждой ошибке, каждой критике, игнорируя ваши успехи. Если вы считаете, что деньги достаются с трудом, ваше подсознание будет укреплять это убеждение, заставляя вас упускать возможности. Вот почему просто говорить себе, что нужно мыслить позитивно, не работает. Вы можете повторять аффирмации весь день, но если ваше подсознание все еще работает по старой программе, которая говорит, что вы недостойны, ваши действия и эмоции всегда будут возвращаться к этому состоянию по умолчанию. Чтобы по-настоящему измениться, нужно перепрограммировать свое подсознание. Для этого нужно бросить вызов убеждениям, которые вы годами носили в себе, освободиться от ментальных оков, переписать программу. Как это сделать? Как освободиться? Как отключить устаревшие сценарии, которые работают в вашем подсознании, и внедрить новые укрепляющие убеждения? Все начинается с осознания, потому что вы не можете изменить то, чего не видите. Первый шаг – определить доминирующие убеждения, которые управляют вашей жизнью. Спросите себя, что я думаю о себе? Что я думаю об успехе, любви, счастье и неудачах?
Эти убеждения помогают мне или ограничивают меня? Будьте честны с собой. Если вы обнаружите мысли вроде «я никогда не буду достаточно хорош», «успех для других, не для меня», «я всегда все порчу», признайте их такими, какие они есть. Ментальными программами, а не фактами. Эти убеждения имеют силу только потому, что они подкреплялись долгое время, но как только вы их выявите, вы ослабите их влияние. Следующий шаг – оспорить и заменить эти убеждения новыми укрепляющими. Но вот в чем секрет: ваше подсознание не примет убеждение просто потому, что вы ему скажете. Ему нужны доказательства. Это значит, что вы должны активно искать факты, которые противоречат вашим старым убеждениям. Если вы всегда думали, что у вас что-то не получается, найдите маленькие победы, которые докажут обратное. Если вы считали, что успех недостижим, начните замечать истории людей, которые добились того, чего вы хотите. Чем больше доказательств вы соберете, тем быстрее ваше подсознание перестроится. И самое главное, вы должны воплощать новые убеждения в действиях. Вы не можете просто думать по-другому, вы должны действовать по-другому. Если ваше подсознание говорит вам, что нужно сомневаться, все равно действуйте. Если вам говорят, что вы на что-то не способны, докажите обратное, выйдя из зоны комфорта. Каждый раз, когда вы заменяете старую программу новым действием, вы ослабляете старые нейронные связи и укрепляете новые. Это основа нейропластичности, способности мозга перестраиваться в зависимости от опыта. Переломный момент. Прямо сейчас вы становитесь архитектором своего разума. Ваше подсознание формирует вашу жизнь. Мысли, которые вы допускаете, убеждения, которые вы укрепляете, действия, которые вы совершаете, все это либо укрепляет старые программы, либо создает новые. Разница между теми, кто контролирует свой разум, и теми, кто остается в плену своих программ, проста: осознание и действие. Если вы не запомните ничего из этой главы, запомните хотя бы это: вы не застряли. Вы не связаны мыслями, которые вы думаете, эмоциями, которые вы чувствуете, или привычками, которые вы повторяете. Ваш разум – это инструмент, а не хозяин. И как только вы научитесь им управлять, как только научитесь перепрограммировать свое подсознание, вы откроете для себя уровень личной силы, о котором большинство людей даже не подозревают. Именно об этом мы и поговорим в следующей главе, потому что понимание разума – это только первый шаг. Настоящая трансформация начинается, когда вы научитесь использовать его силу и менять свою реальность изнутри. Глава 4. Битва между сознанием и подсознанием. Кто на самом деле управляет? Вы когда-нибудь по-настоящему решали что-то изменить в своей жизни, но через несколько дней или недель снова возвращались к старым привычкам? Возможно, вы приняли твердое решение вставать пораньше и контролировать свой день, но через несколько дней снова нажимали кнопку повтора. Или, может быть, вы поклялись преодолеть неуверенность в себе, перестать думать и просто действовать, но когда пришло время, вас все равно охватили сомнения. Если вы когда-нибудь чувствовали разочарование из-за этого, позвольте мне заверить вас, что это не ваша вина. Причина, по которой перемены даются так тяжело, заключается в том, что в вашем сознании борются две силы: ваша сознательная воля и ваше подсознательное программирование. Большинство людей считают, что их сознательный разум, та часть, которая принимает рациональные решения, контролирует ситуацию. Но правда в том, что всем управляет подсознание. Ваше сознательное желание может измениться, но если ваше подсознание запрограммировано старыми убеждениями, привычками и страхами, оно будет сопротивляться. Не потому, что хочет навредить вам, а потому, что его задача – поддерживать все привычным. Представьте свой разум в виде машины. Ваш сознательный разум – это водитель. Он выбирает пункт назначения и решает, куда хочет поехать. Но ваш подсознательный разум – это двигатель, который контролирует скорость, направление и даже то, поедет ли машина вообще. Если ваше подсознание запрограммировано на ограничивающие убеждения, например, «я недостаточно хорош», «изменения даются тяжело», «я всегда терплю неудачу», это все равно, что иметь навигатор, который постоянно возвращает вас туда, откуда вы начали, как бы вы ни пытались двигаться в новом направлении. Вот почему людям так сложно избавиться от вредных привычек, почему они продолжают повторять одни и те же шаблоны в отношениях, карьере и личностном росте. Это не недостаток силы воли. Это не лень.
Это битва между водителем и двигателем. И пока вы не заставите их работать в одном направлении, прогресс всегда будет даваться с трудом. Но вот что интересно, ваше подсознание можно тренировать. Оно не фиксировано и не неизменно. Главное понять, как оно работает, как сопротивляется переменам, и самое главное, как изменить его программу, чтобы оно работало на вас, а не против вас. Почему подсознание сопротивляется переменам? У вашего подсознания есть одна главная задача — обеспечить вашу безопасность. А для вашего подсознания безопасность означает привычность. Вот почему даже когда вы сознательно хотите выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое, избавиться от старой привычки, бросить себе вызов, вы чувствуете, как вас тянет назад невидимая сила. Это сила ваше подсознание, которое говорит это другое. Это незнакомо, это рискованно. Но вот в чем загвоздка. Ваше подсознание не различает, что действительно опасно, а что просто незнакомо. Оно реагирует одинаково на оба варианта, вызывая сопротивление. Вот почему даже когда реальной опасности нет, даже когда вы логически понимаете, что нужно действовать, вы все равно колеблетесь. Это колебание — несознательное решение. Это автоматическая реакция вашего подсознания, призванная удерживать вас в рамках того, что оно знает. Представьте, что ваша зона комфорта — это невидимый забор. Внутри этого забора все кажется знакомым. Ваши привычки, мысли, распорядок дня. Как только вы пытаетесь выйти за пределы этого забора, в вашем подсознании срабатывает сигнализация. Вы можете испытывать неуверенность в себе, тревогу, прокрастинацию или непреодолимое желание вернуться в привычное состояние. Это не потому, что перемены невозможны. Это потому, что ваш разум запрограммирован на выживание, а выживание означает придерживаться того, что вы знаете. Вот почему большинство людей застревают. Они хотят измениться, они пытаются измениться, но как только они выходят из зоны комфорта, возникает дискомфорт. Вместо того, чтобы преодолевать трудности, они воспринимают их как знак того, что они не могут измениться. На самом деле это просто их подсознание приспосабливается к чему-то новому. Единственный способ расширить свою зону комфорта — это преодолеть первоначальное сопротивление, чтобы незнакомое стало привычным. Перепрограммирование подсознания — это наука о перестройке нейронных связей. Как перепрограммировать свое подсознание, чтобы оно перестало сопротивляться и начало работать с вами? Ответ кроется в нейропластичности, способности мозга перестраиваться на основе повторяющегося опыта. Каждый раз, когда вы думаете, действуете или чувствуете, нейроны в вашем мозге активируются. Чем чаще они активируются, тем сильнее становится эта связь. Вот почему привычки кажутся автоматическими, нейронные пути, контролирующие их, со временем укрепляются. Но есть и другая меняющая жизнь деталь. Новые нейронные связи можно установить так же, как и старые. Главное — это повторение и эмоциональная интенсивность. Подсознание учится через постоянное подкрепление, не просто услышав что-то один раз, а переживая это снова и снова, пока это не станет новым стандартом. Вот почему аффирмации, визуализации и повторяющиеся действия так эффективны. Они работают не благодаря магии. Они работают, потому что перестраивают мозг, укрепляя новые нейронные связи, пока они не заменят старые. Например, если вы годами верили, что вы не уверены в себе, в вашем мозге есть нейронные связи, которые подкрепляют это убеждение. Простое повторение фразы «я уверен в себе» не поможет. Но если вы будете постоянно представлять себя уверенным, начнете совершать маленькие действия, которые укрепят вашу уверенность. Создадите новые эмоциональные переживания, связанные с уверенностью. Со временем эти нейронные связи станут сильнее, а старые ослабнут. Вот почему поначалу изменения кажутся трудными. Вы буквально перестраиваете свой мозг, прокладываете новые ментальные пути, пока старые еще существуют. Но чем больше вы укрепляете новую веру, тем более естественным это становится. В какой-то момент вам больше не нужно будет стараться верить, это просто станет частью вас.
В какой-то момент все меняется и перемены становятся легкими. Есть переломный момент в перестройке мышления, когда новая вера, новая привычка, новый образ мыслей становятся сильнее старых. И когда это происходит, перемены больше не требуют усилий. Они становятся естественными. Вспомните, как сложно было научиться водить машину. Сначала вам приходилось сознательно думать обо всем, нажимать на педали, смотреть в зеркала, поворачивать руль. Это казалось непосильным. Но со временем, когда нейронные связи в вашем мозгу укрепились, вождение стало легким. Вам больше не нужно было об этом думать, это стало автоматическим. Именно так работает ментальное перепрограммирование. Сначала преодоление страха, изменение мышления и уверенные действия кажутся неестественными, потому что ваш мозг все еще настроен на старые шаблоны. Но при постоянном подкреплении новые шаблоны берут верх. И когда это происходит, перемены больше не кажутся вам трудными. Они становятся частью вас. Вот в чем сила контроля над своим разумом. Вот как вы можете избавиться от старого программирования, устаревших убеждений и ограничивающих моделей мышления, не заставляя себя меняться за одну ночь, а стратегически перестраивая свое подсознание. По одной мысли, одному действию, одному убеждению за раз. Потому что как только вы это сделаете, как только научитесь сознательно программировать свое подсознание, вы сможете достичь всего, абсолютно всего. И именно об этом мы поговорим дальше. Теперь, когда ты понимаешь, что происходит в битве между сознанием и подсознанием, пришло время научиться побеждать в ней. Глава 5. Безмолвный архитектор. Как ваше подсознание формирует вашу реальность? Существует невидимая сила, которая формирует каждую вашу мысль, каждое действие и каждый опыт. Она не кричит о себе, не привлекает внимания. Вместо этого она действует незаметно, формируя вашу реальность, а вы даже не осознаете этого. Эта сила — ваше подсознание, и независимо от того, знаете вы об этом или нет, оно — архитектор вашей жизни. Большинство людей считают, что их жизненный опыт формирует их убеждения. Если они испытывают финансовые трудности, они думают, что это из-за нехватки возможностей. Если они постоянно притягивают токсичные отношения, они считают, что им просто не везет. Если им не хватает уверенности, они думают, что это потому, что они такими родились. Но вот шокирующая правда, все наоборот. Ваши убеждения не формируются на основе вашего опыта. Ваш опыт формируется на основе ваших убеждений. Ваше подсознание похоже на проектор. Что бы ни было запрограммировано в нем, ваши основные убеждения, страхи и ожидания, оно будет искать подтверждение во внешнем мире. Если вы глубоко убеждены, что деньги тяжело достаются, ваше подсознание будет фильтровать реальность, чтобы укрепить это убеждение. Это заставит вас упускать возможности заниматься самосаботажем и оставаться в одних и тех же финансовых рамках, как бы вы ни старались. Если вы считаете, что отношения причиняют боль, ваше подсознание будет подталкивать вас к людям, которые подтверждают это убеждение, даже если вы сознательно хотите чего-то другого. Вот почему некоторые люди, кажется, без особых усилий притягивают успех, в то время как другие, как бы они ни старались, сталкиваются с трудностями. Это неудача. Это не просто талант. Это потому, что их подсознание запрограммировано на другую внутреннюю реальность, и эта внутренняя реальность создает их внешний мир. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить сценарий. Вы должны переписать эти подсознательные программы, которые незаметно формируют вашу реальность, потому что как только вы это сделаете, внешний мир не сможет не измениться вслед за вами. Наука, лежащая в основе подсознания и того, как ваш разум формирует ваш мир, это может звучать как волшебство, но на самом деле это нейробиология. Ваш мозг запрограммирован на работу по определенным шаблонам и предсказуемость. Он не любит случайности. Он жаждет определенности. И чтобы создать эту определенность, он фильтрует реальность, чтобы она соответствовала тому, что он уже ожидает увидеть. За это отвечает часть вашего мозга, называемая ретикулярной активирующей системой РАС. РАС действует как привратник, определяя, какая информация поступает в ваш сознательный разум. Прямо сейчас на вас обрушиваются миллионы битов информации, звуки, цвета, ощущения, разговоры вокруг вас.
Но ваш мозг отфильтровывает почти всю эту информацию, пропуская только то, что считает важным. А что он считает важным? Все, что соответствует вашим подсознательным убеждениям. Вот почему, купив новую машину, вы вдруг начинаете видеть эту модель повсюду. Она всегда была там, но ваш мозг не замечал ее раньше, потому что она не была частью вашей внутренней реальности. Теперь, когда она стала частью вашей реальности, раз пропускает ее. Тот же принцип применим ко всему в вашей жизни. Успех, уверенность, любовь, изобилие. Если ваше подсознание не верит, что что-то возможно для вас, раз будет фильтровать все, что противоречит этому убеждению, удерживая вас в одних и тех же шаблонах. Вот почему аффирмации сами по себе не работают. Вы можете говорить себе 1000 раз «я успешен». Но если ваше подсознание не верит в это, ваш разум продолжит фильтровать реальность, чтобы доказать, что вы не правы. Главное сначала перепрограммировать подсознание, изменить его убеждение о том, что возможно, чтобы ваш мозг начал фильтровать новую информацию, которая подтверждает желаемую реальность. Чтобы разорвать этот цикл, нужно перепрограммировать подсознание на успех. Как же перепрограммировать подсознание, чтобы оно работало на вас, а не против вас? Процесс начинается с 3 важных шагов: знакомство, повторение и эмоциональная вовлеченность. Первый шаг – знакомство. Наполните свой разум новой реальностью, в которой ваше подсознание формирует убеждения на основе того, с чем оно чаще всего сталкивается. Если вы выросли в среде, где люди боролись с деньгами, где успех был редкостью или где отношения были нездоровыми, то это стало вашими подсознательными программами. Единственный способ их изменить – это познакомить свой разум с новой версией реальности, где успех, счастье и уверенность – это нормально. Это означает, что нужно окружить себя людьми, контентом и средой, которые отражают реальность, которую вы хотите создать. Читайте книги, слушайте наставников и потребляйте контент, который соответствует вашему мышлению. Чем чаще ваше подсознание воспринимает что-то как норму, тем больше оно будет фильтровать реальность в соответствии с этим. Второй шаг – повторение. Новые нейронные связи формируются не сразу. Это происходит благодаря постоянному повторению. Вот почему привычки так сильны. Каждый раз, когда вы повторяете мысли или действия, вы укрепляете нейронные связи, связанные с ними. Если вы годами твердили себе «я недостаточно хорош», эта мысль прочно укоренилась в вашем мозгу. Простое изменение мышления 1 или 2 раза не поможет. Но если вы начнете сознательно укреплять новые убеждения снова и снова, то новые нейронные связи станут сильнее, а старые ослабнут. В этом суть нейропластичности, способности мозга перестраиваться на основе повторяющегося опыта. Третий пункт – эмоциональная интенсивность. Чтобы новая реальность стала реальной для вашего подсознания, нужно, чтобы вы испытывали эмоции, а не руководствовались логикой. Вы можете говорить себе «я уверен», но если вы не чувствуете этого, ваше подсознание не воспримет это как правду. Главное – связать новое убеждение с эмоциями, ярко его представить, почувствовать восторг от успеха, воплотить уверенность, которую вы хотите создать. Вот почему визуализация так эффективна. Когда вы мысленно репетируете успех, ваш мозг активирует те же нейронные связи, как если бы вы действительно его переживали. Чем более эмоционально реальным будет ваше новое убеждение, тем быстрее ваше подсознание примет его за правду. Сила идентичности – это основа подсознательного перепрограммирования. Вы хотите не просто изменить поведение, вы хотите изменить то, кем вы себя считаете. Потому что как только вы измените свою идентичность, все остальное встанет на свои места. Если вы видите себя человеком, который борется, вы бессознательно будете принимать решения, которые будут поддерживать эту борьбу. Если вы видите себя уверенным, успешным и способным человеком, ваше подсознание будет согласовывать ваши действия с этой идентичностью. Главное действовать так, как будто вы уже стали таким человеком, с соответствующим мышлением, привычками и энергией. Как только вы полностью примете новую идентичность, все изменится. Ваш разум перестанет сопротивляться, ваше подсознание перестанет бороться. И вдруг перемены перестанут казаться вам чем-то вынужденным. Они станут естественными.
Это поворотный момент. Прямо сейчас вы можете взять под контроль свой разум. Ваше подсознание формирует вашу реальность. Оно фильтрует мир, укрепляет убеждения и направляет ваши действия, осознаете вы это или нет. Вопрос в том, позволите ли вы ему работать на автопилоте или возьмете все под свой контроль. Потому что правда в том, что вы не застряли. Вас не ограничивают старые убеждения, прошлый опыт или внешние обстоятельства. Ваш разум – это инструмент, мощная программируемая машина. И как только вы научитесь переписывать код, вы откроете для себя новый уровень свободы, уверенности и успеха, о котором большинство людей даже не подозревают, что это возможно. Это только начало. Теперь, когда вы понимаете силу своего подсознания, пришло время пойти еще дальше и научиться осознанно менять свои мысли, эмоции и поведение, чтобы успех стал неизбежным. Вы готовы? Потому что настоящая трансформация начинается сейчас. Глава 6. Невидимые оковы, как скрытые убеждения мешают вам. Возможно, вы их не видите, возможно, даже не осознаете, но прямо сейчас ваш разум скован невидимыми цепями, которые диктуют, чего вы можете достичь. Что вы думаете о себе и что вы позволяете себе испытывать в жизни. Эти цепи не физические, но они одни из самых сильных, с которыми вы когда-либо сталкивались. Это глубоко укоренившиеся подсознательные убеждения, которые формировали вашу реальность с детства. Эти убеждения управляют всем, вашей уверенностью, успехом, счастьем и даже отношениями. И вот шокирующая правда, большинство из них даже не ваши. Они были навязаны вам, вашими родителями, культурой, опытом и обществом. То, как вы видите себя, это было запрограммировано в вас. То, как вы реагируете на стресс, любовь, неудачи или возможности, это тоже было сделано без вашего ведома. И если вы не осознаете, что это за невидимые оковы, то будете всю жизнь жить в ментальной тюрьме, созданной кем-то другим. Вы когда-нибудь задумывались, почему у двух людей, получивших одинаковые возможности, могут быть совершенно разные результаты? Один может ухватиться за эту возможность, преуспеть и подняться на новый уровень, а другой будет сомневаться в себе и в итоге упустит свой шанс. Дело не в интеллекте и даже не в усилиях. Дело в системе убеждений. Подсознание управляет всем, что происходит на заднем плане, и говорит одному человеку: «Я заслуживаю успеха», а другому: «Я недостаточно хорош». Позвольте спросить, какие подсознательные убеждения мешают вам сейчас? Чтобы понять, откуда берутся ограничивающие убеждения, как мозг программируется с рождения, чтобы понять, как на вас надели эти невидимые оковы, нужно вернуться в самое раннее детство. С рождения примерно до 7 лет мозг работает в основном в тета-волнах, которые связаны с глубоким обучением, воображением и, самое главное, с поглощением информации. В эти годы ваш мозг подобен губке, впитывающей все вокруг. Каждое слово, каждую реакцию, каждую эмоцию, каждый опыт. Именно в это время формируются ваши основные убеждения, не через осознанное мышление, а через повторение и эмоциональную интенсивность. Если вы выросли в среде, где любовь была условной, ваше подсознание могло сформировать убеждение, что вы должны заслужить любовь, и вы всю жизнь будете угождать людям и жертвовать собой. Если вас постоянно критиковали, вы могли усвоить убеждение, что вы недостаточно хороши, и это привело к перфекционизму или страху неудачи. Если ваши родители испытывали финансовые трудности, у вас могло сформироваться подсознательное убеждение, что деньги достаются с трудом, и это может помешать вам стать богатым в будущем. И вот что самое ужасное, эти убеждения действуют на подсознательном уровне. Вы не просыпаетесь каждое утро с мыслью: «Я должен бороться за жизнь, потому что так меня научили в детстве». Нет, эти убеждения действуют незаметно, влияя на ваши решения, формируя вашу реальность и закрепляясь в ней снова и снова. Подсознательная обратная связь,
как ваш разум заставляет вас повторять одни и те же действия. Подсознание не любит противоречий. Оно создано для того, чтобы поддерживать согласованность между тем, во что вы верите, и тем, что вы воспринимаете. Вот почему, когда у вас сформировалось убеждение, ваше подсознание будет упорно доказывать его истинность, независимо от того, полезно оно вам или нет. Например, если вы подсознательно считаете, что не заслуживаете успеха, ваш разум будет незаметно уводить вас от возможностей. Вы можете откладывать дела на потом, заниматься самосаботажем или чувствовать себя парализованным страхом, когда вы вот-вот совершите прорыв. Не потому, что вы сознательно хотите потерпеть неудачу, а потому, что ваше подсознание должно соответствовать вашему основному убеждению. Вот почему люди из года в год застревают в одних и тех же ситуациях, в плохих отношениях, финансовых трудностях, неуверенности в себе. Не потому, что им не везет или они не заслуживают этого. Просто их подсознание удерживает их в реальности, соответствующей их программе. Но вот что меняет все. Как только вы осознаете закономерность, вы можете ее нарушить. Разрушение иллюзии, как выявить и устранить ограничивающие убеждения, если вы хотите взять под контроль свой разум. Вам нужно начать с выявления невидимых программ, которые работают в фоновом режиме. Для этого нужна глубокая самооценка и абсолютная честность. Вам нужно подвергнуть сомнению все, во что вы верите относительно себя и своего потенциала. Начните с вопроса: что я думаю об успехе? Я думаю, что он доступен только избранным. Что я думаю о любви? Я думаю, что ее нужно заслужить. Что я думаю о счастье? Я думаю, что нужно страдать, прежде чем его заслужишь. Что я думаю о своей ценности? Я действительно чувствую себя достаточно хорошим или постоянно сомневаюсь в себе? Как только вы определите свою веру, проследите ее истоки. Откуда она взялась? Может быть, вам это внушили в детстве? Или это основано на болезненном опыте? Вы впитали это от окружающих. И самое главное, правда ли это? Потому что дело вот в чем. Убеждения — это не факты. Это всего лишь ментальные конструкции, которые формируются с помощью повторения и подкрепляются со временем. И так же, как они были установлены, их можно и убрать. Самая большая сила разума — это переписать свою реальность. Как только вы осознаете ограничивающие убеждения, у вас появляется возможность заменить его чем-то новым. Ваш разум не застыл, он способен меняться, и как только вы осознанно выберете новые убеждения, вы начнете процесс перепрограммирования своего подсознания. Но поймите, ваше подсознание не меняется от одних только слов. Оно меняется благодаря опыту, повторению и эмоциям. Вы должны действовать в соответствии со своим новым убеждением снова и снова, пока ваше подсознание не примет его как норму. Если вы жили с убеждением, что вы недостаточно хороши, начните действовать так, как будто это не так. Говорите уверенно, действуйте решительно. Ставьте себя в ситуации, которые бросают вам вызов. Сначала вам будет некомфортно. Это потому, что вы меняете старые программы. Но чем больше вы укрепляете новую веру, тем более реальной она становится. Вот как происходит трансформация, не потому, что вы ждете, пока ваш разум изменится, а потому, что вы заставляете его принять новую истину через действие. Момент прорыва, когда разум меняется и все становится по-другому. В этом путешествии наступит момент, когда что-то щелкнет. Это будет переломный момент, когда старая вера разрушится и уступит место новой. Когда это произойдет, вы почувствуете, как будто с ваших плеч сняли невидимый груз. Вы начнете видеть мир по-другому. Возможности, которые раньше были скрыты, станут очевидными. Уверенность, которая раньше была вынужденной, станет естественной. И с этого момента вы уже никогда не будете прежним. Потому что как только вы поймете, что ваш разум всегда формировал вашу реальность, вы больше не будете жить по инерции. Вы больше не будете находиться под контролем невидимых цепей. Вы станете хозяином своего разума, архитектором своей жизни. И тогда вы обретете истинную силу. Поэтому спросите себя прямо сейчас, какие невидимые цепи я все еще ношу? И что еще важнее, готов ли я освободиться? Потому что в тот момент, когда вы примете решение, действительно примете решение, что вы больше не будете связаны с старым программированием. Вы сделаете первый шаг к тому, чтобы стать тем, кем вы всегда должны были быть. И вот тогда, мой друг, начнется настоящее путешествие.
Глава 7. Внутренняя война, преодоление ментального сопротивления и самосаботажа. Прямо сейчас в вашем разуме идет война. Возможно, вы не осознаете этого полностью, но вы ощущаете ее последствия каждый день. Это борьба между той частью тебя, которая стремится к росту, успеху и переменам, и той частью, которая держится за привычное, даже если это причиняет боль или ограничивает тебя. Этот внутренний конфликт – причина всех психологических барьеров, прокрастинации, страхов и самосаботажа. Именно из-за него люди не могут избавиться от вредных привычек, осуществить свои мечты или выполнить данные себе обещания. И пока ты не научишься побеждать в этой войне, ты будешь оставаться в ловушке бесконечного разочарования, зная, что способен на большее, но не можешь этого достичь. Чтобы понять эту борьбу, нужно рассмотреть две ее основные силы – сознание и подсознание. Сознание – это та часть тебя, которая ставит цели, мечтает и стремится к переменам. Это голос в твоей голове, который говорит тебе вставать пораньше, работать усерднее и преодолевать свои ограничения. Но есть еще и подсознание, и именно в нем кроется настоящая сила. Подсознание не стремится к амбициям. Оно стремится к безопасности. Его главная задача – сохранить тебе жизнь, и для этого оно полагается на привычное. Если ты годами считал себя недостаточно хорошим, твое подсознание будет сопротивляться любым попыткам изменить это убеждение, не потому что оно хочет причинить тебе боль, а потому что видит в переменах угрозу для твоего выживания. Вот почему ты испытываешь сопротивление каждый раз, когда пытаешься избавиться от старых привычек. Твое подсознание – это мощная система безопасности, которая защищает статус-кво. Как только ты пытаешься изменить свои привычки, достичь новой цели или выйти из зоны комфорта, срабатывает сигнализация. Внезапно ты чувствуешь себя подавленным, встревоженным и сомневающимся в себе. Ты говоришь себе, что начнешь завтра, что ты еще не готов, что, возможно, этот путь не для тебя. Но это неправда. Это просто твое подсознание пытается заставить тебя вернуться к тому, что ему знакомо. И если ты не распознаешь это сопротивление, оно будет продолжать побеждать, заставляя тебя застрять в одних и тех же шаблонах до конца жизни. Почему происходит самосаботаж? Механизмы самосаботажа в подсознании не случайны. Это не недостаток характера или слабость. Это глубоко укоренившийся механизм выживания, защитная система, которая срабатывает всякий раз, когда подсознание чувствует угрозу. А что для подсознания самая большая угроза? Неуверенность. Подумай об этом. Подсознанию все равно, счастлив ты или успешен. Ему важно, чтобы все было предсказуемо. Если ты годами боролся с неуверенностью, неудачами или финансовыми трудностями, то это то, что твое подсознание знает лучше всего. Это знакомо, это безопасно. Поэтому даже если ты сознательно хочешь измениться, твое подсознание будет сопротивляться, возвращая тебя к старым привычкам, даже если они разрушительны. Вот почему люди возвращаются к токсичным отношениям, даже если знают, что заслуживают лучшего. Вот почему они откладывают на потом возможности, которые могут изменить их жизнь, даже если отчаянно хотят добиться успеха. Вот почему люди разрушают свое собственное счастье, даже если находятся на пороге чего-то великого. Подсознанию все равно, что такое величие. Ему важно, чтобы все оставалось по-прежнему. Но есть и хорошая новость. Как только ты поймешь этот механизм, ты сможешь освободиться от него. Вы можете перепрограммировать свое подсознание, чтобы воспринимать перемены как нечто безопасное, успех как нечто естественное, а рост как нечто новое и привычное. И когда вы это сделаете, вы обнаружите, что сопротивление, страх и самосаботаж начинают исчезать. Вы разорвете этот порочный круг и навсегда преодолеете ментальное сопротивление. Ответ кроется в постепенном перепрограммировании осознанности и изменении личности. Первое. Перепрограммируйте реакцию на страх. Страх – это оружие номер один, которое использует подсознание, чтобы удержать вас на месте. Но вот в чем правда, которую большинство людей не осознают. Страх – это не знак «стоп», это знак расширения возможностей. Каждый раз, когда вы испытываете страх,
это означает, что вы собираетесь ступить на неизведанную территорию. А на неизведанной территории происходят трансформации. Главное перестать воспринимать страх как причину отступить и начать воспринимать его как причину двигаться вперед. Каждый раз, когда вы чувствуете сопротивление чему-то, что, как вы знаете, принесет вам пользу, будь то высказывание своего мнения, действие или выход из зоны комфорта, признайте свой страх и все равно сделайте это. Чем больше вы будете приучать свой разум воспринимать страх как сигнал к действию, а не как сигнал к отступлению, тем слабее будет его влияние на вас. Второе – постепенное привыкание, приучение подсознания к переменам. Если вы попытаетесь внести радикальные изменения за один день, ваше подсознание запаникует и будет сопротивляться изо всех сил. Вместо этого нужно постепенно привыкать к изменениям, чтобы ваш разум мог приспособиться. Если вы боретесь с самооценкой, начните с маленьких действий, которые укрепят вашу веру в то, что вы ценны. Если вы хотите стать увереннее, каждый день понемногу рискуйте. Секрет в том, чтобы внедрять изменения так, чтобы они не подавляли подсознание, потому что когда подсознание принимает новый образ как безопасный, оно больше не сопротивляется ему. Это значит, что вы меняетесь, становитесь новой версией себя, которая больше не борется. Ваше подсознание не просто запрограммировано действиями, оно запрограммировано вашей личностью. Вот почему люди, которые считают себя застенчивыми, всегда будут находить способы избегать общения, а те, кто считает себя невезучими, всегда будут находить доказательства своей неудачи. Ваше подсознание будет изо всех сил стараться доказать, что вы такой, какой есть. Если вы хотите освободиться, вы должны принять новую личность, прежде чем почувствуете себя готовым. Вместо того, чтобы говорить себе «я пытаюсь стать уверенным», скажите себе «я уже уверенный человек». Вместо того, чтобы говорить «я работаю над своим успехом», скажите «я уже успешный». Если вы уже стали человеком, который добивается успеха, чем чаще вы будете подтверждать свою новую личность, тем больше ваше подсознание будет с ней соглашаться. И внешний мир начнет меняться. В этот момент все изменится, и вы сможете управлять своим разумом на всю жизнь. Борьба внутри вас – это реальность. Это битва между той частью вас, которая хочет расти, и той, которая цепляется за прошлое. Но вот правда, которая все меняет, вы контролируете ситуацию. Вы не должны быть заложником старых программ. Вы не должны бояться сопротивляться или заниматься самосаботажем. Как только вы поймете, что подсознание – это система безопасности, которую можно перепрограммировать, вы обретете силу изменить свою реальность изнутри. И как только вы овладеете этим, все изменится. Борьба исчезнет. Сомнения уйдут. Сопротивление будет сломлено, потому что теперь вместо того, чтобы бороться со своим разумом, ты работаешь с ним. Ты стал архитектором своих мыслей, режиссером своих эмоций и хозяином своей судьбы. Вопрос в том, готов ли ты взять все под свой контроль. Потому что в тот момент, когда ты решишь, в тот момент, когда ты возьмешь на себя ответственность за перестройку своего разума, ты вступишь в ту жизнь, для которой ты был создан. И как только ты это сделаешь, пути назад уже не будет. Это твой момент. Война в твоем разуме заканчивается, и ты побеждаешь. Поле битвы подсознания – возвращение контроля над своим разумом. Самые важные битвы в жизни происходят не в залах заседаний, на аренах или в зонах боевых действий. Они происходят в тихих коридорах твоего разума, где мысли ведут войну с возможностями, где страх сражается с отвагой, а сомнения нашептывают коварную ложь, которая держит тебя в клетке ограничений. Прямо сейчас, в этот самый момент, твое подсознание либо работает на тебя, либо против тебя, формируя твою реальность так, что ты можешь даже не осознавать этого. Вопрос в том, кто контролирует ситуацию. Большинство людей даже не догадываются, насколько их повседневная жизнь зависит от глубоко укоренившегося подсознательного программирования. Каждый твой выбор, каждая твоя реакция, каждое ограничение, которое ты накладываешь на себя, все это продиктовано шаблонами, которые настолько глубоко укоренились, что кажутся правдой. Но вот что тебе не говорят: твое подсознание не враг тебе. Оно просто следует инструкциям, запускает сценарии, которые ему дали, и укрепляет убеждения, которые, по его мнению, пойдут тебе на пользу. И если эти сценарии были заложены в тебе из-за страха, неуверенности в себе или ограничений,
то твое подсознание будет продолжать подталкивать тебя к неудачам. Не из вредности, а из верности своим установкам. Единственный способ освободиться– это вернуть себе контроль над своим разумом, переписать сценарии, которые так долго определяли твою реальность. И первый шаг– понять, как именно твое подсознание управляет тобой. Тирания разума, как твой мозг создает невидимые барьеры. Представь, что ты стоишь на краю огромного поля, перед тобой бесконечный горизонт. Ты можешь пойти куда угодно, делать что угодно, стать кем угодно. Но вместо того, чтобы сделать шаг вперед, ты чувствуешь, что тебя что-то сдерживает, какой-то невидимый барьер. Ты сомневаешься в себе. Внутренний голос шепчет тебе: оставайся там, где безопасно. Не рискуй. Ты можешь потерпеть неудачу. Этот барьер не настоящий. Он не сделан из камня или стали. Он создан из воспоминаний прошлого опыта и бессознательных уроков, которые ты усвоил за всю свою жизнь. Если ты когда-либо пытался чего-то добиться и потерпел неудачу, твое подсознание это запомнит. Если тебя когда-либо обижали, отвергали или смущали, твое подсознание сохранит это как архивную запись и будет готово вытащить это наружу, когда ты попытаешься выйти из своей зоны комфорта. Вот почему, как бы сильно ты не хотел добиться успеха, расти или развиваться, твое подсознание будет сопротивляться. Ему плевать на твои мечты. Оно заботится о том, чтобы защитить тебя от предполагаемой опасности. И если выход за пределы привычного кажется опасным, даже если там тебя ждет твой величайший потенциал, твой разум будет саботировать тебя еще до того, как ты начнешь. Иллюзия зоны комфорта, почему мозг предпочитает знакомое неизвестному. Самая большая ложь, которую тебе говорит твой разум, заключается в том, что тебе безопасно там, где ты есть. Твоя зона комфорта– это мираж, тщательно созданная иллюзия, которая делает тебя маленьким, предсказуемым и контролируемым. Это убеждает вас в том, что привычное– это хорошо, что оставаться в рамках привычного, даже если это причиняет вам боль, предпочтительнее, чем рисковать. Но давайте разрушим эту иллюзию. Подумайте о моментах в вашей жизни, когда вы по-настоящему чувствовали себя живым, когда ваша душа горела, когда волнение пронизывало вас как электрический ток. Случались ли такие моменты в вашей зоне комфорта? Или они случались, когда вы совершали прыжок, когда бросали себе вызов, когда рисковали и становились сильнее? Рост не происходит там, где безопасно. Трансформация не приходит от повторения. Если вы хотите изменить свой разум, вы должны научиться принимать дискомфорт. Вы должны перепрограммировать свое подсознание, чтобы воспринимать неизвестное не как угрозу, а как приключение, как место, где вас ждет ваш величайший потенциал. Перепрограммирование разума. Как научить свой разум работать на вас? Хорошая новость в том, что ваш разум поддается изменениям. Он не фиксирован. Модели поведения, которые когда-то управляли вами, можно переписать, старые страхи можно нейтрализовать, а барьеры, которые когда-то сдерживали вас, можно разрушить. Но вы должны взять процесс под контроль. Вы должны стать архитектором своего подсознания, сознательно перепрограммируя его, чтобы оно служило вам, а не мешало. Вот как это сделать. 1. Наполните разум новыми инструкциями, которым ваше подсознание не сможет сопротивляться. Оно программируется через постоянное воздействие, а это значит, что если вы хотите изменить работу своего разума, вы должны насытить его новыми убеждениями, новыми взглядами и новыми истинами. Начните говорить с собой по-другому. Замените сомнения в себе командами. Вместо того, чтобы говорить «я не знаю, смогу ли я это сделать», скажите «я всегда нахожу выход». Вместо того, чтобы говорить, что у меня никогда не получалось это делать, скажи, что ты с каждым днем становишься в этом все лучше. Слова, которые ты говоришь, становятся программой, которой следует твое подсознание. Измени слова, и ты изменишь программу. 2. Избавься от привычки мыслить в страхе. Страх– это основной язык подсознания. Каждый раз, когда ты позволяешь страху диктовать тебе выбор, ты укрепляешь его власть над собой. Единственный способ ослабить страх– это встретиться с ним лицом к лицу, бросить ему вызов и доказать, что он не прав. Начни с малого. Каждый день делай что-то, что вызывает у тебя дискомфорт. Расширяй свои границы, будь то выступление, попытка сделать что-то новое или риск.
Каждое действие посылает твоему подсознанию сигнал: страх не контролирует меня. Я контролирую страх. Третий. Измени свое представление о себе, стань тем, кем тебе суждено быть. Твое подсознание реагирует не только на слова, но и на личность. Оно видит тебя определенным человеком и старается, чтобы ты соответствовал этому образу. Если ты всегда считал себя застенчивым, неуверенным в себе, слабым, то твое подсознание будет стараться поддерживать этот образ. Но вот в чем суть: ты можешь изменить себя. Не притворяйся, а просто реши. Начни видеть себя таким, каким хочешь быть сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Веди себя так, как будто изменения уже произошли. Говори, думай и действуй как уверенный в себе, сильный человек. Со временем твое подсознание поверит в это, и тогда твоя реальность изменится. Когда вы наконец-то возьмете под контроль свой разум, наступит момент, когда все встанет на свои места. Когда вы оглянетесь назад и поймете, что той версии себя, которая сомневалась, колебалась и саботировала свои действия, больше не существует. Этот момент наступит не благодаря удаче. Он наступит не потому, что мир вдруг стал проще. Он наступит потому, что вы изменились изнутри. И это изменение начинается прямо сейчас. Больше никаких колебаний, больше никаких ожиданий подходящего момента, больше никаких позволений старому программированию управлять вашей жизнью. У вас есть сила перепрограммировать свой разум, взять под контроль свое подсознание и, наконец, раскрыть свой безграничный потенциал, который всегда был у вас внутри. Так что спросите себя, чего вы ждете. Потому что война в вашем разуме закончится в тот момент, когда вы решите, что победите. Глава 9. Как разорвать цепи и перепрограммировать подсознание на успех, если вы когда-нибудь чувствовали себя запертыми в собственном разуме, сражаясь с теми же циклами неуверенности в себе, прокрастинации и нереализованного потенциала, вы не одиноки. Большинство людей всю жизнь проводят в этой невидимой тюрьме, не зная, что цепи, сковывающие их, никогда не были настоящими. Эти ментальные цепи, ограничивающие убеждения, подсознательные страхи и привычные шаблоны мышления, не были наложены судьбой или жестоким поворотом событий. Они программировались в вас постепенно, опыт за опытом, пока не стали основой того, как вы видите себя и мир. Но вот правда, которая все меняет: то, что было запрограммировано, можно перепрограммировать. Ваш разум — это не застывшая сущность, не машина, которую нельзя изменить. Это живая развивающаяся система, формирующаяся под влиянием того, что вы в нее вкладываете. И точно так же, как ваше подсознание научилось верить в ограничения, его можно научить верить в безграничный потенциал. Но этот процесс не пассивный. Вы не можете просто захотеть изменить свое мышление и ждать, что это произойдет само собой. Вы должны стать активным участником перепрограммирования своего сознания, взять под контроль те самые механизмы, которые так долго вами управляли. Для этого мы должны глубоко погрузиться в изучение трех основных принципов подсознательного перепрограммирования: осознание, повторение и эмоциональная интенсивность. Это ключи к разблокировке самых глубоких слоев вашего сознания, переписыванию сценариев, которые определяют вашу реальность, и освобождению от оков, которые слишком долго вас сдерживали. Осознание — это выявление скрытых программ, управляющих вашей жизнью. Вы не можете изменить то, чего не видите. Вот почему так много людей не могут избавиться от вредных привычек, деструктивных шаблонов мышления и ограничивающих убеждений. Они не осознают, что их программируют. Они считают, что их мысли, чувства и поведение — это просто они сами. И никогда не задумываются, что эти шаблоны были установлены под влиянием внешних факторов, прошлых травм или общественного мнения. Но как только вы осознаете, что ваши мысли и убеждения — это не абсолютная истина, а программы, которые работают в вашем подсознании, вы получаете возможность их изменить. Начните с того, что обратите внимание на свой внутренний диалог. Какие мысли преобладают в вашей повседневной жизни? Вы постоянно говорите себе, что недостаточно хороши? Вы ловите себя на том, что предполагаете худшее, сомневаетесь в своих способностях или ждете неудачи еще до того, как начнете? Эти мысли не случайны.
Они являются результатом подсознательного программирования и удерживают вас в замкнутом круге самосаботажа. Затем изучите закономерности в своей жизни. Если вы постоянно сталкиваетесь с одними и теми же проблемами, будь то финансовая нестабильность, нездоровые отношения или неуверенность в себе, это не значит, что вам не везет или вы не способны. Это значит, что ваше подсознание запрограммировано на воспроизведение того, что оно знает. Оно стремится к привычному, даже если это привычное причиняет боль. Если ваше подсознание было запрограммировано ассоциировать деньги со стрессом, отношения с разочарованием, а успех с огромным давлением, оно будет подсознательно подталкивать вас к таким результатам снова и снова. Но вот что меняет все. Как только вы увидите закономерность, вы сможете ее нарушить. Как только вы поймете, что эти убеждения всего лишь программы, а не универсальные истины, вы начнете лишать их силы. Это первый шаг к перепрограммированию вашего разума, к осознанию подсознательных паттернов, которые вами управляют, и к пониманию того, что их можно переписать. Повторение, установка новых ментальных программ, которые будут служить вам, как только вы определите ограничивающие убеждения и модели мышления, которые вас сдерживают. Следующий шаг – заменить их новыми, дающими силу убеждениями. И самый эффективный способ сделать это – повторение. Тот же метод, который использовался для установки ваших текущих программ. Подумайте о том, как формируются привычки. Если вы будете повторять какое-то действие достаточно часто, оно станет автоматическим. Если вы будете достаточно часто повторять себе что-то, вы начнете в это верить. Ваше подсознание учится через опыт, а это значит, что если вы постоянно будете подпитывать его новыми позитивными и вдохновляющими мыслями, оно в конце концов примет их за истину. Вот почему аффирмации, визуализации и ежедневная ментальная тренировка так эффективны. Речь не о том, чтобы просто мыслить позитивно или игнорировать реальность. Речь о том, чтобы перепрограммировать ваше подсознание, чтобы оно приняло новую реальность. Если вы постоянно будете говорить себе «я способен», «я уверен в себе», «я успешен», ваше подсознание в конце концов примет эти утверждения за правду, как когда-то приняло ваши прежние сомнения. Но есть один важный момент – вы должны быть настойчивы. Многократные утверждения не сработают. Для перепрограммирования мозга требуется постоянное ежедневное повторение. Вы должны вытеснить старые убеждения новыми, погрузившись в ту личность, которую пытаетесь создать. Повторяйте эти новые истины каждое утро, представляйте свой успех так, как будто он уже случился, и ведите себя так, как будто вы уже тот человек, которым хотите стать. Чем больше ваше подсознание будет сталкиваться с этой новой реальностью, тем быстрее оно к ней приспособится. Эмоциональная интенсивность ускоряет процесс перепрограммирования. Последний и самый важный элемент перепрограммирования подсознания – это эмоции. Ваш мозг не просто записывает опыт. Он записывает эмоции, связанные с этим опытом. Вот почему травмирующие воспоминания так глубоко укореняются, и почему эмоционально насыщенные моменты сильнее влияют на ваши убеждения, чем нейтральные. Если вы хотите ускорить процесс ментального перепрограммирования, вы должны связать свои новые убеждения с сильными положительными эмоциями. Это значит не просто повторять свои утверждения, а чувствовать их. Не просто говорите «я уверен в себе». Выпрямитесь, глубоко вдохните и почувствуйте силу этих слов каждой клеточкой своего тела. Не просто представляйте свой успех, погрузитесь в это ощущение. Представьте восторг, гордость, радость от достижения своих целей. Чем больше эмоций вы вкладываете в свое новое ментальное программирование, тем быстрее оно укоренится. Вот почему мотивационные тренинги, вдохновляющие речи, преобразующие события, глубокие эмоциональные переживания приводят к долгосрочным изменениям. Они вытесняют старое программирование, наполняя мозг мощной эмоциональной энергией, мгновенно создавая новые нейронные связи. Вы можете использовать эту силу, сделав процесс перепрограммирования максимально эмоциональным. Слушайте вдохновляющую музыку, пока утверждаете свои цели. Двигайтесь, пока заявляете о своей новой личности. Окружите себя людьми и обстановкой, которые пробуждают вашу страсть. Чем больше энергии вы вкладываете в процесс, тем быстрее ваш разум адаптируется. Ваш разум – это поле битвы, и вы его командир. В конце концов, ваш разум либо работает на вас, либо против вас.
Вы либо сознательно управляете его программами, либо находитесь под контролем подсознательных установок, заложенных вашим прошлым. Но как только вы возьмете все под контроль, когда решите избавиться от старых шаблонов, замените ограничивающие убеждения и наполните свой разум вдохновляющими истинами, вы измените баланс сил в свою пользу. Это не мгновенный процесс. Он требует терпения, настойчивости и непоколебимой решимости стать хозяином своего разума. Но награда? Жизнь, полная безграничных возможностей. Когда вы перепрограммируете свое подсознание на успех, уверенность и самореализацию, вы вступаете в новую реальность. В реальность, где страх больше не сдерживает вас, где сомнения в себе отходят на второй план, и где вы становитесь непреодолимой силой, которой всегда должны были быть. Вопрос в том, готовы ли вы взять все под контроль. Потому что как только вы встанете на этот путь, цепи начнут рваться, и мир откроется вам с неожиданной стороны. Это ваш разум. Это ваше поле битвы. И вы победитель. Глава 10. Скрытый кукловод. Как ваше подсознание формирует реальность. Что если я скажу вам, что каждое ваше решение, каждая ваша реакция и каждая возможность, которую вы либо используете, либо упускаете, продиктованы не вашим сознательным выбором, а силой, действующей на подсознательном уровне, настолько мощной, что она определяет траекторию вашей жизни. А вы даже не осознаете этого. Эта сила — ваше подсознание, скрытый кукловод, который дергает за ниточки ваших мыслей, действий и убеждений. И если вы не осознаете его влияние, то будете жить как марионетка, разыгрывая сценарий, который вы никогда не писали. Большинство людей верят, что они контролируют свою жизнь. Они думают, что принимают рациональные решения, основанные на логике, свободе воли и личном выборе. Но если бы это было так, почему многие из них сталкиваются с одними и теми же проблемами год за годом? Почему умные и способные люди сами себе мешают добиться успеха, повторяют токсичные модели поведения в отношениях или не могут избавиться от вредных привычек? Ответ кроется в подсознательном программировании, которое глубоко укоренилось в их сознании. Ваше подсознание похоже на систему автопилота. Оно записывает каждый опыт, каждую эмоцию, каждый урок и сохраняет их для дальнейшего использования. Оно учится на вашем прошлом, формируя шаблоны, которые определяют вашу реальность. Например, если вы выросли в среде, где деньги ассоциировались со стрессом и нехваткой, ваше подсознание будет воспринимать финансовый успех как угрозу. Нечто незнакомое и, следовательно, опасное. Поэтому даже если вы сознательно хотите быть богатым, ваше подсознание будет находить способы саботировать ваш прогресс, чтобы вы оставались в соответствии с убеждениями, которые оно впитало. То же самое относится к отношениям, самооценке, здоровью и любой другой сфере жизни. Настоящая проблема заключается в следующем. Большая часть ваших подсознательных установок сформировалась еще до того, как вы начали их осознавать. С детства ваше мышление формировалось под влиянием слов, действий и эмоций окружающих вас людей, родителей, учителей, общества и СМИ. Вы не выбирали свои убеждения о себе и мире. Они были вам навязаны. Но теперь, когда вы стали взрослым, у вас есть выбор: продолжать жить по этим старым программам или полностью переписать сценарий. Подсознательная линза. Почему вы видите мир так, как видите? Ваше подсознание не просто хранит воспоминания. Оно фильтрует реальность. Оно действует как линза, через которую вы воспринимаете мир, определяя, что вы замечаете, что игнорируете и как интерпретируете события. Это явление называется ретикулярной активирующей системой, сетью в вашем мозгу, которая избирательно фокусируется на информации, которую считает важной. Вы когда-нибудь замечали, что когда вы думаете о покупке определенной машины, то вдруг начинаете видеть ее повсюду? Дело не в том, что за ночь появилось больше таких машин, а в том, что ваше подсознание настроилось на них, потому что они стали для вас важны. Тот же принцип применим ко всем аспектам жизни. Если ваше подсознание запрограммировано верить, что вам не везет, что вы не способны или что вам суждено бороться, оно будет искать доказательства, подтверждающие эти убеждения, фильтруя реальность таким образом, чтобы укрепить ваше внутреннее программирование. Вот почему два человека могут оказаться в одной и той же ситуации, но интерпретировать ее совершенно по-разному. Один видит в неудаче разрушительное подтверждение своей никчемности, а другой — ценный урок, который помогает ему двигаться вперед.
Один видит возможности повсюду, а другой препятствия на каждом шагу. Разница не в реальности. Она в подсознательной линзе, через которую они смотрят на нее. Но вот в чем суть. Эту линзу можно изменить. Вы не обречены смотреть на мир сквозь фильтры вашей прошлой обусловленности. Перепрограммируя свое подсознание, вы можете научить свой разум фокусироваться на изобилии, а не на недостатках, успехе, а не на неудачах и возможностях, а не на ограничениях. Первый шаг – осознать, как ваше подсознание в данный момент фильтрует вашу реальность. Следующий шаг – намеренно изменить этот фильтр, чтобы он соответствовал той жизни, которую вы хотите создать. Переписывая повествование, возвращая контроль над своей историей, подумайте о внутренней истории, которую вы рассказывали себе годами. Это история ограничений, борьбы и неудач? Или это история роста, возможностей и жизнестойкости? Твое подсознание воспринимает твой внутренний рассказ как факт, независимо от того, придает ли он тебе сил или разрушает. Многие люди идут по жизни, неся на себе груз устаревших, обреченных на провал представлений: «Я недостаточно хорош». Успех – это удел других людей, а не меня. Я всегда все портлю. У меня никогда не получается с любовью. Эти истории могут казаться неоспоримой истиной, но на самом деле это просто убеждения, которые укреплялись с течением времени, и, как и любое убеждение, их можно изменить. Чтобы вернуть себе контроль, ты должен сознательно переписать историю, которую рассказываешь сам себе. Вместо того, чтобы повторять старые истории, начни придумывать новые. Меня более чем достаточно, я такой, какой я есть. Я способен достичь всего, за что берусь. Я учусь и расту, преодолевая все трудности, с которыми сталкиваюсь. Я привлекаю любовь, успех и изобилие без особых усилий. На первом этапе эти новые истории могут показаться неудобными и даже неправдивыми, но помните, ваше подсознание не различает реальное и воображаемое. Оно реагирует только на повторения и эмоции. Если вы будете ежедневно погружаться в эти новые убеждения с помощью аффирмаций, визуализаций и последовательных действий, ваше подсознание в конечном итоге примет их как реальность, как когда-то приняло ваши старые ограничивающие убеждения. Сила идентичности – стать тем, кем вы должны быть. Ваше подсознание реагирует не только на мысли и убеждения, оно реагирует на идентичность. Оно неустанно работает, чтобы вы соответствовали тому, кем вы себя считаете. Вот почему многим людям так сложно добиться долгосрочных изменений. Они пытаются выработать новые привычки или достичь новых целей, но при этом продолжают отождествлять себя со своим старым «я». Например, если вы считаете себя прокрастинатором, никакие лайфхаки по продуктивности не помогут вам добиться долгосрочных результатов. Потому что ваше подсознание настроено на то, чтобы вы оставались таким, какой вы есть. Если вы считаете себя человеком, который всегда испытывает финансовые трудности, то даже если вы добьетесь финансового успеха, ваше подсознание найдет способы вернуть вас в привычное состояние борьбы. Настоящий ключ к трансформации – это изменение вашей идентичности на глубинном уровне. Вместо того, чтобы пытаться изменить себя, придерживаясь старого образа, сначала измените свою идентичность. Вместо того, чтобы говорить «я пытаюсь быть уверенным в себе», скажите «я уверенный в себе человек». Вместо того, чтобы говорить «я пытаюсь быть успешным», скажите «я тот, кто легко добивается успеха». Вместо того, чтобы говорить «я пытаюсь быть дисциплинированным», скажите «я дисциплинированный и сосредоточенный человек от природы». Когда вы меняете свою идентичность, ваше подсознание автоматически подстраивает ваше поведение. Вам не нужно прилагать усилия, это происходит само собой, потому что ваш разум настроен на то, чтобы соответствовать тому, кем вы себя считаете. Пробуждение – это новый взгляд на себя. Представьте, что завтра вы проснетесь с совершенно новым мировоззрением, в котором сомнение в себе сменится непоколебимой уверенностью, ограничения растворятся в возможностях. И вы, наконец, осознаете, какой огромной силой обладаете. Эта трансформация доступна не только избранным счастливчикам. Она не происходит случайно. Это прямой результат того, что вы взяли под контроль свое подсознание, освободились от старых установок и переписали историю о том, кто вы и на что способны. Вопрос в том, готовы ли вы стать такой версией себя.
Потому что в тот момент, когда вы действительно решите взять под контроль свой разум, все изменится. Цепи разорвутся, сомнения исчезнут, и вы начнете жить той жизнью, для которой вы были созданы. Глава 11. Война внутри. Как преодолеть ментальное сопротивление и овладеть своим внутренним миром. Глубоко внутри вас бушует война, битва между той версией себя, которая предназначена для величия, и той частью вас, которая отчаянно цепляется за комфорт, страх и старые ограничения. Эта война ведется не оружием и кулаками, а мыслями, привычками и подсознательными установками. И где же поле битвы? В вашем собственном разуме. Вы уже чувствовали это раньше. Сопротивление, которое возникает, когда вы собираетесь выйти из зоны комфорта. Голос, который шепчет: «А что, если у тебя не получится?» Груз прокрастинации, который мешает вам действовать, даже когда вы точно знаете, что нужно делать. Это сопротивление не случайно. Это глубоко укоренившийся механизм, призванный защитить вас, или, по крайней мере, то, что ваше подсознание считает безопасным. Человеческий мозг эволюционировал так, что выживание для него важнее успеха. На протяжении тысячелетий выход за пределы известного часто означал опасность. Уход из племени, путешествие в неизведанные земли или вызов общественным нормам могли привести к отвержению, трудностям или даже смерти. И хотя времена изменились, ваш мозг по-прежнему руководствуется теми же первобытными инстинктами. Он воспринимает перемены как угрозу. Даже если вы сознательно хотите перемен, стать увереннее, обрести финансовую независимость, улучшить здоровье или построить успешную карьеру, ваше подсознание запрограммировано сопротивляться им, потому что они незнакомы. Вот почему люди остаются в токсичных отношениях, держатся за ненавистную работу и повторяют саморазрушительное поведение, хотя знают, что оно деструктивно. Это происходит не потому, что им не хватает ума, амбиций или дисциплины. Это происходит потому, что их подсознание связывает привычное с безопасностью, а безопасность – это его главный приоритет. И каков результат? Бесконечная борьба между вашими сознательными желаниями и подсознательными страхами. Но вот правда, которую большинство людей не осознают: вы можете победить в этой войне. Вы можете перестроить свой мозг, чтобы принимать перемены, преодолевать ментальное сопротивление и научить свое подсознание поддерживать ваш наивысший потенциал, а не разрушать его. Но сначала вы должны понять, как работает сопротивление и, что более важно, как его преодолеть, шаг за шагом. Сопротивление проявляется в разных формах. Внутренние блоки, мешающие вам, не всегда очевидны. Это может быть неуверенность в себе или страх. Они гораздо более тонкие, часто маскируются под рациональные оправдания, отвлечения или эмоциональные препятствия, которые мешают вам, но вы этого не осознаете. Чтобы управлять своим разумом, вы должны сначала научиться распознавать, как проявляется сопротивление в вашей жизни. Во-первых, прокрастинация. Прокрастинация – это не лень, а замаскированный страх. Когда вы откладываете важное дело, это не потому, что вам все равно. Это потому, что на каком-то уровне ваше подсознание воспринимает эту задачу как угрозу. Возможно, это вызывает у вас сомнения в себе, возможно, это заставляет вас столкнуться с неопределенностью, возможно, это выводит вас из зоны комфорта. Как ваш разум решает эту проблему? Он откладывает ее на потом. Убеждает вас, что потом будет легче. Но потом никогда не наступает. Прокрастинация – это замкнутый круг. Чем больше вы чего-то избегаете, тем страшнее вам становится и тем сложнее начать действовать. Единственный способ разорвать этот круг – признать, что дискомфорт от действий всегда меньше, чем сожаление от бездействия. Второе. Переутомление, паралич бесконечных размышлений. Наш разум мастерски создает проблемы, которых на самом деле нет. Переутомление – это еще одна форма сопротивления, бесконечный цикл анализа, который мешает вам действовать. Это создает иллюзию прогресса. Я думаю об этом. Но на самом деле это держит вас в состоянии умственного паралича. Подсознание делает это, чтобы вы сомневались. Если вы постоянно думаете о чем-то, вы никогда не рискнете потерпеть неудачу. Но успех не зависит от идеальных решений. Он зависит от решительных действий.
Как избавиться от чрезмерного обдумывания? Доверьтесь себе, примите решение и двигайтесь вперед. Даже если оно не идеально, действие всегда научит вас большему, чем бесконечные размышления. Третье. Сомнение в себе – тихий убийца потенциала. Это, пожалуй, самая опасная форма сопротивления, потому что она действует на уровне самооценки. Это внутренний голос, который ставит под сомнение вашу ценность, способности или право на успех. Если ваше подсознание запрограммировано на убеждение вроде «я недостаточно хорош» или «я всегда терплю неудачу», то никакое внешнее подтверждение не сможет это изменить. Единственный способ избавиться от неуверенности в себе – это сознательно перепрограммировать свой образ мыслей. Это значит, что нужно подпитывать свой разум новыми убеждениями, пока они не станут вашей новой личностью. Неуверенность в себе – это не то, что можно исправить за один день. Это то, что нужно изживать, отказываясь потакать ей, доказывая ее неправоту действиями и окружая себя людьми, которые укрепляют вашу лучшую сторону. Как преодолеть сопротивление и взять под контроль ситуацию, когда вы распознали его признаки? Вопрос в том, как его преодолеть. Ответ заключается в том, чтобы стратегически изменить свою подсознательную реакцию на изменения. Ниже приведены 3 мощных метода, которые помогут преодолеть сопротивление и перепрограммировать свой разум на действие. Первый. Правило 5 секунд. Преодоление рефлексии в момент, когда вы чувствуете сопротивление, будь то прокрастинация, страх или излишнее обдумывание. У вас есть 5 секунд, чтобы начать действовать, прежде чем ваше подсознание подавит импульс. Это то, что автор Мел Робинс называет правилом 5 секунд. Вот как это работает. Как только вы почувствуете, что появляется сопротивление, сосчитайте про себя 5, 4, 3, 2, 1. Действуйте немедленно, пока сомнения не взяли верх. Почему это работает? Потому что сомнения вызывают реакцию «бей» или «беги» в вашем мозгу, которая наполняет ваше тело гормонами стресса и усиливает неуверенность в себе. Но если вы сразу начнете действовать, вы избежите этой реакции и приучите свой мозг ассоциировать движение с уверенностью. Второй. Экспозиционная терапия привыкания к новому. Поскольку сопротивление возникает из-за чего-то нового, самый быстрый способ избавиться от страха – это привыкнуть к нему. Чем больше вы что-то делаете, тем меньше это вас пугает. Ваш мозг адаптируется, перестраивая нейронные связи, чтобы воспринимать это как норму. Например, если вы боитесь выступать на публике, каждый день тренируйтесь говорить перед зеркалом. Если вы испытываете трудности с саморекламой, каждый день публикуйте в интернете информацию о своих навыках. Если вы боитесь неудачи, намеренно ставьте себя в сложные ситуации, пока не перестанете бояться. Главное постоянно делать то, что вам не нравится, пока ваш мозг не перестанет воспринимать это как угрозу. Третий способ – смена личности. Станьте человеком, который действует. Помните, что ваше подсознание борется за то, чтобы вы соответствовали своей личности. Если вы видите себя нерешительным человеком, ваши действия будут отражать это. Но если вы измените свою личность на смелую, решительную и бесстрашную, ваше подсознание будет работать над тем, чтобы это стало реальностью. Начните ежедневно подтверждать свою новую личность. Я тот, кто действует незамедлительно. Я справляюсь с давлением и преодолеваю трудности. Меня невозможно остановить, какие бы препятствия ни возникали. Чем больше вы будете укреплять эту личность словами, действиями и повторениями, тем больше ваше подсознание будет ей соответствовать, пока сопротивление не перестанет вами управлять. Последняя битва – это победа над собой в конце дня. Единственная битва, которая стоит того, чтобы за нее бороться, это битва внутри вас. Сопротивление всегда будет рядом, пытаясь вернуть вас в зону комфорта, к страху и старым привычкам. Но у вас есть выбор – поддаться ему или победить. Победа в этой битве не означает устранение страха. Это значит действовать вопреки ему. Это значит научить свой разум воспринимать препятствия как возможности, вызовы как ступеньки к успеху, а сопротивление как признак того, что вы растете. Вопрос больше не в том, можете ли вы это сделать. Вопрос в том, будете ли вы бороться за то, кем вы должны стать.
Потому что в тот момент, когда вы решите победить в этой битве, мир откроется перед вами так, как вы и представить себе не могли. Глава 12. Разорвать ментальные оковы. Существует тюрьма, которая отличается от всех остальных. Невидимая тюрьма разума, настолько обманчивая, что заключенные редко осознают, что они в заточении. У нее нет ни стен, ни решеток, ни охраны. Но она ограничивает сильнее, чем любая физическая тюрьма. Эта тюрьма находится в человеческом разуме. Это запутанная сеть убеждений, страхов и самоограничений, которые незаметно диктуют нам, как жить. Это тюрьма, которая убеждает людей довольствоваться меньшим, чем они хотят, оставаться в плену прошлого опыта и принимать свою обусловленную реальность за непреложную истину. И что самое коварное? Большинство людей даже не пытаются сбежать, потому что они привыкли думать, что выхода нет. Но он есть. Ключ всегда был под рукой, на виду, и ждал, когда вы осмелитесь бросить вызов всему, что, как вам казалось, вы знали о себе и о мире. Цель. С самого рождения наш разум начинает впитывать правила окружающего мира. В детстве мы не задаемся вопросами реальности. Мы принимаем ее такой, какая она есть. Если нам говорят, что что-то опасно, мы избегаем этого. Если нам говорят, что мы недостаточно хороши, мы верим в это. Если мы видим, что взрослые живут в стрессе, борьбе или ограничениях, мы бессознательно принимаем это как должное. Наше подсознание, как главный регистратор, воспринимает все, сказанные слова, невысказанные эмоции, социальные модели и ожидания, и формирует план, который будет незаметно управлять нашими действиями, решениями и самооценкой до конца нашей жизни. К тому времени, когда мы становимся взрослыми, эти ментальные установки настолько глубоко укореняются в нас, что мы принимаем их за свою истинную сущность. Но на самом деле это всего лишь набор унаследованных убеждений, многие из которых нам не подходят, но продолжают управлять нами как невидимая сила. Правда в том, что большинство ваших убеждений о себе на самом деле не ваши. Это набор ограничений, которые вы переняли от общества, родителей, учителей и из своего прошлого опыта. Если в детстве вам говорили, что вы недостаточно умны, вы, скорее всего, поверили в это, даже если это было неправдой. Если вы выросли в семье, где были финансовые трудности, ваш разум, скорее всего, бессознательно связал деньги с трудностями, что привело к тому, что вы неосознанно избегали финансового успеха. Если ваше окружение научило вас, что риск приводит к неудачам, ваш разум может инстинктивно избегать возможностей, даже тех, которые могли бы изменить вашу жизнь. И если вы не будете активно оспаривать эти убеждения, они останутся вашей невидимой тюрьмой, определяя, что вы делаете, чего избегаете и кем в конечном итоге становитесь. Но вот самая важная истина: каждое из этих ограничений можно преодолеть. Стены этой ментальной тюрьмы существуют только до тех пор, пока вы их принимаете. Как только вы начинаете сомневаться в убеждениях, которыми жили, как только начинаете распознавать ложные истории, которые держали вас в плену, вы начинаете разрушать тюрьму изнутри. Цепи не рвутся мгновенно, но с каждым осознанным шагом к самопознанию вы ослабляете их хватку. С каждым вызовом старым убеждениям вы прокладываете путь к освобождению разума. С каждым действием, выходящим за рамки ваших привычных шаблонов, вы возвращаете себе силу. Архитектура свободы разума: как избавиться от ограничивающих убеждений. Первый и самый важный шаг к освобождению от невидимой тюрьмы разума – осознание. Вы не можете изменить то, чего не видите. Большинство людей всю жизнь живут под влиянием подсознательных программ, повторяя одни и те же шаблоны, совершая одни и те же ошибки и сталкиваясь с одними и теми же препятствиями, даже не осознавая, что корень проблемы не во внешних обстоятельствах, а во внутренних установках. Чтобы освободиться, нужно безжалостно исследовать убеждения, которые формируют вашу реальность. Почему вы думаете так, а не иначе об успехе? О любви? О неудачах? О своем потенциале? Каждое глубоко укоренившееся убеждение, если проследить его происхождение, раскрывает историю. Историю, которая, возможно, больше вам не служит. И как только вы определите эту историю, вы сможете ее переписать.
Один из самых эффективных способов выявить скрытые ограничивающие убеждения – задать себе вопрос. Каждый раз, когда вы ловите себя на мысли, что не можете этого сделать, что вы недостаточно хороши, что вы всегда терпите неудачу или что успех слишком сложен, остановитесь и спросите себя: это объективно правда? Чаще всего вы обнаружите, что эти убеждения основаны на устаревшем опыте, необоснованных страхах или внешних влияниях, которые вы неосознанно впитали. Когда вы начнете подвергать эти убеждения сомнению с помощью логики, доказательств и осознанного мышления, вы ослабите их влияние на вас. Чем больше вы будете сомневаться в них, тем больше трещин появится в стенах вашей ментальной тюрьмы. Но одного осознания недостаточно. Вы должны активно заменять старые убеждения новыми, дающими силу. Ваше подсознание не работает в вакууме. Оно всегда будет заполнено убеждениями, положительными или отрицательными. Если вы не будете сознательно внедрять позитивные установки, ваше подсознание будет возвращаться к старым. Вот почему аффирмации, визуализации и смена образа мышления – это не просто мотивационные инструменты. Это важнейшие техники для перепрограммирования вашего мозга. Мозг реагирует на повторение. Что бы вы ни говорили себе чаще всего, в конце концов это станет для вас правдой. Если вы постоянно будете повторять себе, что вы способны, что вы всегда найдете выход, что вы сами создаете свой успех и контролируете свой разум, эти убеждения постепенно вытеснят ограничивающие. Это не быстрый процесс, но это постоянная трансформация, которая меняет вас на фундаментальном уровне. Сопротивление разума. Почему освобождение от него кажется таким сложным? В тот момент, когда вы начинаете освобождаться от ментальной тюрьмы, происходит нечто неожиданное. Сопротивление разума, как у стражника, не любит перемен, даже если они положительные. Оно будет пытаться вернуть вас к старым привычкам, нашептывая сомнения, отвлекая и вызывая страхи. Это не значит, что у вас ничего не получается. Это значит, что вы добиваетесь успеха. Сопротивление означает, что вы боретесь с глубоко укоренившимися программами, заставляя свое подсознание адаптироваться к новой реальности. И единственный способ преодолеть это сопротивление – это продолжать двигаться вперед. Представьте, что вы тренируете мышцу, которой раньше не пользовались. Первые несколько раз это кажется неестественным, даже болезненным. Ваше тело протестует, ваш разум ищет оправдание, чтобы остановиться. Но если вы продолжите, произойдет нечто удивительное. Дискомфорт пройдет, движения станут легче, и то, что раньше казалось невозможным, станет привычным. То же самое происходит и с перепрограммированием разума. Чем больше вы бросаете вызов своим старым убеждениям, тем естественнее вам становится жить без них. Чем больше вы совершаете смелых поступков, несмотря на страх, тем меньше страх над вами властен. То, что раньше казалось невозможным, становится твоей новой реальностью. Истина, которая изменит твою жизнь: ты никогда не был по-настоящему в ловушке. Тюрьма разума – это иллюзия, созданная мыслями, а не реальностью. Решетка, которая тебя удерживала, никогда не была прочной. Она была создана из восприятия. И так же, как она была создана, ее можно разрушить. Твой разум – это твое самое большое достояние, твое самое мощное оружие и ключ к совершенно новой жизни. Но чтобы раскрыть весь его потенциал, ты должен быть готов бросить вызов всему, во что верил раньше. Ты должен быть готов преодолеть страх, действовать несмотря на сомнения и отказаться от той жизни, которую тебе навязывали. Стены твоей тюрьмы уже рушатся. Остался только один вопрос: войдешь ли ты в открытую дверь? Глава 13. Последний шаг к овладению искусством свободы разума. Настал момент. Ты провел эту главу, раскрывая скрытые силы, которые управляли твоими мыслями, обнаруживая невидимые цепи, которые ограничивали тебя, и узнавая, как сделать первые шаги к освобождению. Но одной осознанности недостаточно. Понять, как работает разум, это одно, а овладеть им совсем другое. Истинная свобода разума не приходит просто от осознания стен твоей психологической тюрьмы.
Она приходит от того, что ты систематически разрушаешь их, кирпичик за кирпичиком, пока не останется ничего, кроме бесконечных возможностей. Вот где начинается настоящая работа. Это последний шаг, превращение из человека, на которого влияет разум, в человека, который полностью его контролирует. Так как же выглядит настоящий контроль над разумом? Это не значит, что нужно подавлять мысли или эмоции. Это значит, что вы должны быть абсолютно уверены, что вы наблюдатель, а не пленник своего разума. Это значит, что вы можете отстраниться от своих мыслей, проанализировать их и решить, какие из них интересны, а какие нет. Это значит, что вы умеете распознавать, когда вами манипулирует страх, и сознательно решаете действовать в соответствии со своими высшими целями, а не со старыми привычками. Это значит, что вы настолько хорошо контролируете свое внимание, что вас не отвлекают посторонние мысли. Это состояние, когда сомнения могут постучаться в вашу дверь, но они никогда не возьмут над вами верх. Короче говоря, контроль над разумом – это переход от реакции к выбору, от подчинения бессознательному программированию к тому, чтобы стать архитектором своего собственного разума. Ключ к достижению такого уровня контроля – это понимание того, что ваш разум – это не враг. Это ваш самый мощный инструмент. Его не нужно подавлять или бороться с ним. Его нужно тренировать. Представьте, что ваш разум – это дикая лошадь. Дикая лошадь, если ее не обучить, будет метаться в разные стороны, унося и себя, и всадников в хаос. Но обученная лошадь, ведомая умелым наездником, становится неудержимой силой, способной преодолевать любые препятствия с точностью и целеустремленностью. Ваш разум такой же. Если его не контролировать, он будет заставлять вас бояться, откладывать дела на потом и сомневаться в себе. Но если его тренировать, он станет вашим лучшим союзником, который будет вести вас вперед с невероятной сосредоточенностью, стойкостью и ясностью. Тренировка разума – это ежедневные ритуалы, которые развивают силу воли. Сила воли – это не то, с чем вы рождаетесь. Это то, что вы развиваете. Как и мышцы, наш разум нужно постоянно тренировать, чтобы он становился сильнее. Проблема в том, что большинство людей тренируют свой разум неправильно, повторяя негативные мысли, укрепляя ограничивающие убеждения и позволяя отвлекающим факторам ослаблять концентрацию. Чтобы по-настоящему взять под контроль свой разум, нужно каждый день его сознательно перепрограммировать. Это не пассивный процесс. Это требует целенаправленных усилий, дисциплины и самоотдачи. Самый эффективный способ перепрограммировать свой мозг – это ежедневная ментальная тренировка. Каждое утро, пока мир не начал бомбардировать вас шумом, возьмите под контроль свои мысли. Определите свои намерения на день. Не только то, что вы хотите сделать, но и то, кем вы хотите быть. Хотите ли вы быть человеком, который сомневается, который постоянно передумывает, который подчиняется старым страхам? Или вы хотите быть человеком, который действует смело, уверенно, который отказывается позволять страху определять свой выбор? Решите это до начала дня, потому что если вы этого не сделаете, ваш разум будет действовать по старой программе. Один из самых эффективных способов ежедневной ментальной тренировки – это визуализация. Ваш мозг не отличает реальный опыт от того, что вы ярко представляете. Это значит, что когда вы визуализируете свой успех, свои действия и свою лучшую версию, ваш мозг начинает воспринимать это как реальность. Чем больше вы это делаете, тем естественнее эти действия становятся в реальной жизни. Это не просто желание, это нейробиология. Спортсмены, предприниматели, успешные люди в любой сфере используют эту технику, чтобы настроить свой разум на успех, и вы тоже можете. Еще одна важная привычка – это осознанное самовнушение. Каждая мысль, которую вы повторяете, укрепляет нейронные связи в вашем мозге. Если вы постоянно говорите себе, что вы недостаточно хороши, ваш мозг будет искать подтверждение этому. Если вы говорите себе, что успех дается с трудом, ваше подсознание будет заставлять вас бороться, но верно и обратное. Если вы приучите себя говорить «я способен», «меня невозможно остановить», «я всегда нахожу решение», ваш мозг начнет подстраивать ваши действия под эти убеждения. Слова – это не просто звуки, это команды для вашего подсознания. Говорите уверенно, и ваш разум будет следовать за вами. Как вернуть концентрацию? Одна из самых больших угроз для ментального мастерства – это рассеянность.
В современном мире битва за ваше внимание не прекращается. Социальные сети, новости, бесконечные уведомления. Все это не просто безобидное развлечение. Они созданы для того, чтобы отвлекать вас, рассеивать ваши мысли и ослаблять вашу способность направлять свой разум. Чем больше вы отвлекаетесь, тем меньше у вас власти над своими мыслями. Вот почему для истинного ментального контроля нужна безжалостная дисциплина в отношении вашего внимания. Чтобы вернуть концентрацию, нужно беречь свою ментальную энергию, как будто от этого зависит ваша жизнь. Потому что так и есть. Установите четкие границы в использовании технологий. Сократите воздействие негатива. Создайте окружение, которое будет отвлекать вас как можно меньше. Приучите свой мозг сопротивляться желанию получить мгновенное удовлетворение. Чем больше вы тренируете свою способность концентрироваться, тем больше контроля вы получаете над своими мыслями, эмоциями и в конечном счете над своей реальностью. Финальная трансформация, когда вы достигаете последней стадии ментального мастерства, происходит нечто невероятное. Вы становитесь непоколебимым. Страх больше не парализует вас, потому что вы понимаете, что это всего лишь временный сигнал, а не абсолютная истина. Негативные мысли больше не контролируют вас, потому что вы приучили себя заменять их позитивными. Внешние обстоятельства больше не влияют на ваши эмоции, потому что вы создали такой сильный внутренний мир, что его ничто не может поколебать. Но самое главное, вы понимаете, что никогда по-настоящему не были ограничены. Стены вашей ментальной тюрьмы никогда не были реальными. Сомнения, страхи и колебания, которые когда-то сдерживали вас, были всего лишь иллюзиями. Иллюзиями, которые потеряли свою силу в тот момент, когда вы решили их подвергнуть сомнению. Вам никогда не хватало чего-то. Вы никогда не были неспособны. Вы просто привыкли верить, что это так. И теперь вы свободны. Последний шаг прост. Живите в этой новой реальности. Не просто понимайте эти принципы, а воплощайте их в жизнь. Не просто думайте о ментальном совершенствовании, а практикуйте его каждый день. Мир принадлежит тем, кто овладел своим разумом, потому что когда вы контролируете свой разум, вы контролируете все. Так что спросите себя, кем вы хотите быть с этого момента. Будете ли вы продолжать жить по шаблонам своего прошлого? Или вы полностью раскроете свой потенциал, оставив позади все ограничения, которые когда-то сдерживали вас? Выбор за вами. Он всегда был за вами. И теперь вы готовы.